Всем привет! В эфире шоу «Сплит Скрим». Мы берем разные явления массовой культуры, кино, сериалы, видеоигры, книги и сравниваем их между собой. Наш второй выпуск посвящен двум студиям А24 и Неон. Меня зовут Артем Коновалов. Меня Света Храновская. Итак, Свет, мы с тобой дожили до второго выпуска. Мгм. И выбрали тему, которая, если честно, давно сидела у меня в голове, и мы даже с тобой обсуждали до того, как это шоу произошло. И мне эта тема кажется очень крутой. Вот. Но в то же время достаточно сложной. Давай анонсируем эту тему. Да, мы сегодня хотим обсудить А24, студия А24 versus студия Неон. Это очень прикольная тема, потому что эти студии, они появились в похожем контексте, они занимаются на самом деле похожими вещами, о чем мы сейчас расскажем, но они на самом деле очень разные. Мне кажется, что вообще среди синефилов, Мгм. людей, которые любят кино, А24 действительно являются как бы суперпопулярной студией. Неон появился чуть позже, и Мгм. я надеюсь, ты нам расскажешь краткую историю вообще появления этих студий. Но Неон сейчас тоже студия, которая известная, которая на самом деле титулованная, и среди киноманов становится достаточно популярной. Но что очень важно, и почему мы решили взять еще вот этот versus, вот этот сплит, как второй выпуск, многие фильмы А24 и Неона официально выходят в России, да? Да. Мы знаем, что сейчас с прокатом, такая ситуация, да, нестабильная, но эти фильмы можно смотреть. Их Мгм. можно смотреть в кино, и их можно смотреть потом на стримингах. В принципе, фильмы, которые не выходят, да, все равно их можно достать. Вот. Поэтому мы подумали, что это такой праздник для киноманов, Хм. но не все знают про эти студии, да. И интересно, когда мы с тобой готовились к выпуску, был такой прикольный инсайт, что, оказывается, я люблю фильмы «Неон» или я люблю фильмы А24, говорили люди, да, в комментариях, но они не знали, что это «Неон» или А24. Мгм. То есть люди, например, любят это кино или какого-то режиссера, или какие-то фильмы, а потом оказывается, что за этим стоит, Какая-то одна да, студия. какая-то одна студия, да, то есть некий вижен. И давай вообще с тобой обсудим сегодня, что это за студии, как они появились, чем они отличаются, какие внутри жанры, какие внутри режиссеры. Ну и, конечно, попробуем их посплитить, столкнуть. Я на самом деле при подготовке не увидел ни одного вот этого версуса в такую тему. А24 versus Да, Neon. обычно их разбирают отдельно. Бывают, отдельные блоки в отдельных статьях или интервью, где, например, у Неона спрашивают: «А вам не кажется, что вы очень сильно похожи на А24?» Но глобально такого сравнения пока я тоже не встречала. Но мне кажется, прежде чем мы перейдем, к краткой справке об обеих студиях, мне кажется, важно вначале проговорить какие-то, возможно, ключевые названия по этим студиям, чтобы зрители и слушатели могли сориентироваться, а что такое А24, а что такое Неон по тайтлам. Окей. Для меня А24 это лето, в первую очередь, да, потому что в кино сейчас идет «Материалистка», в кино было «Верни ее из мертвых», в кино сейчас идет «Жизнь Чака». Но это А, Неон. я сейчас набрасываю Мгм. в целом фильмы, да, которые вот сейчас на слуху среди киноманов, да. Будет фильм Together, как они перевели его? Не просто «Единое вместе, да, целое». единое целое. Да, то есть на самом деле большое количество фильмов, которые сейчас можно идти и смотреть. Ну, накинь свои, потому что Да, дальше у нас будет много просто тайтлов. для ориентира, что А24 — это все везде и сразу, это солнцестояние, это реинкарнация, это все страхи Бо. А Неон — это из такого топового, наверное, «Паразиты», «Анора», «Титан», «Треугольник «Треугольник печали», печали», «Анатомия «Анатомия падения». падения». То есть огромное количество тайтлов, да, которые, в принципе, на слуху. Среди них есть и коммерческие какие-то Мгм. успешные, и титулованные наградами, и просто которые нравятся аудитории. То есть, на самом деле, это фильмы, которые смотрят, которые обсуждают. Да, конечно, это не «Супермен». Фильмы не собирают, я не знаю, там, фильмы А24 Неон пока не собрали, условно говоря, $1 000 000, да, но это все таки инди-кино, независимое кино.
И здесь позволь я немножечко вот введу в контекст вообще из такой как бы студийной системы, как сейчас работает глобально кинематограф. А ты, наверное, расскажешь уже про 24 «Неон» Мгм. и их какие-то, знаешь, короткие биографии. Мы живем в мире мейджоров, то есть мы живем в мире гигантских киностудий. Это Universal, Disney, Paramount. То есть гигантские студии, которые в основном делают акцент на франшизах, на звездах, на кассовости и на таком стандартном маркетинге. Студии снимают бесконечные реинкарнации Бондов, супергероев и делают акцент на том, чтобы как можно больше зрителей это посмотрело. Да? Этой студийной системе уже больше 100 лет. Какие-то мейджоры выпадают, какие-то появляются. Но смысл остается таким же. Это бизнес про деньги, про звезд и про массовость. И если вот сейчас просто везде пишут про этого Супермена, который стоил $200 миллионов, то есть за эти деньги, спойлер, можно было снять там 20 фильмов студии А24. И он должен собрать минимум 500 миллионов Мгм. для того, чтобы вообще был коммерчески успехом. Потому что, как правило, если фильм стоит 200 миллионов, 200 может стоить легко маркетинг, да, поэтому фильм должен окупаться. И мы живем сейчас в эпоху вот таких студийных систем, и такие фильмы все-таки добираются до пользователей. Они массовые, они популярные, бизнес работает, да, механизм вообще крутится. И все время в кино были так называемые независимые студии, маленькие студии. Э, Я помню, что была вот студия United Мгм. Artists, да, известная. Да, который Чаплин основал в том числе. Э, Да, Чаплин с этой студией связан. В 90-е годы была такая студия, как Miramax. И, конечно, самый известный фильм Miramax — это «Криминальное чтиво», который, мне кажется, вполне тоже подходит под «Неон» или А24. Ну да, это фестивальное кино, которое было куплено и прокручено ими. Но фестивальное кино, знаешь, есть всегда такой флёр, что фестивальное кино, оно жутко не для всех, оно для Мгм. каких-то задротов, для Мгм. каких-то киноманов. И всегда были какие-то маленькие фильмы, которые иногда становились коммерчески успешными, но мейджоры всегда были впереди. Так вот, и А24 и «Неон» — это на самом деле небольшие студии, которые как раз больше делают акцент на независимое кино, на дебютантов или для каких-то режиссеров, которые, в общем, пока не снимают, слава богу, там, Марвелов, да, и Бондов. Примерно такой вот ландшафт. Да, есть мейджоры, есть топ-тайтлы, и есть вот эти две студии, которые сейчас ворвались, на самом деле, в киноиндустрию, в прокат, и они необычны по многим Мгм. критериям, и по контенту, и по режиссерам, и по маркетингу. И мы сегодня с тобой, на самом деле, это все подробно обсудим. Но давай немножко про историю. Откуда они взялись, кто Мгм. это, что это. Давай введем в контекст. Да, А24 появилась раньше «Неона», они появились в 2012 году. Ее основали 3 человека. Я буду пользоваться моими подсказочками, извините. Это 3 человека, которые работали на самом деле в индустрии. Это был Дэниел Кац, который занимался киноинвестициями, то есть он работал в компании, которая спонсировала кино. Плюс он занимался тоже дистрибуцией. Он в дистрибьюторской компании занимался закупками фильмов. То есть у него был наметан глаз, мне кажется, на деньги и на выбор фильмов, которые ты будешь прокатывать и зарабатывать на этом деньги. А второй человек — это Дэвид Фенкель. Он тоже связан с киноиндустрией, и он работал в кинопроизводственной/дистрибьюторской компании. И тут интересно, что у этой компании есть клёвый сайт, и там есть магазин, в котором очень много мерча, который очень похож на мерч А24. Мы тоже об этом поговорим, но у А24 есть офигенный шоп, они очень смелые делают туда вещи. И вот, мне кажется, это от Фенкеля немножко пошло. И третий человек это Джон Ходжес, также занимался, на самом деле, продюсированием и дистрибуцией. Он работал в компании Big Beach. Её, может быть, зрители знают по «Маленькая мисс Счастье». Это был очень популярный фильм, по-моему, получал «Оскар». Вот, Да, по-моему, за сценарий он, что ли, получил да, и «Оскар». здесь очень Классное кино. интересная связка получается. Я тоже, когда проверяла все эти фильмы и все эти компании, вот эта компания Big Beach, она производила фильм «Лулу Ванг. Прощание», который А24 потом дистрибьютировали. То есть у них тоже есть какие-то связки производственно-дистрибьюторские. Вот, это было 3 человека, которые вышли из своих компаний и основали А24. Главная фишка А24 и то, о чем они говорят в разных интервью, что
для них режиссер важнее продюсера. Это то, что ты говорил про мейджоров, там все-таки все решает продюсер. И даже раньше, когда на Оскаре, например, фильм получал главный Оскар как лучший фильм, этот Оскар получал именно продюсер, потому что он как бы глава всего проекта. Мгм. И вот они больше за то, что у режиссеров должна быть полная свобода, и режиссер как бы главный в фильме. И это чувствуется на самом деле в том, что они выбирают, и то, что они создают. У них как бы для режиссера полная свобода. Ну, это пересекается с теорией вообще авторского Да, кино и новой да-да-да, волны, абсолютно так. когда в противовес вот золотой эпохи Голливуда стала появляться теория, что на самом деле режиссер автор. Да, И он именно важнее. он закладывает вижен, он закладывает концепцию, он закладывает эстетику. И на самом деле странно, что получается люди, которые из системы, да, они берут эту концепцию, вот евангелизирование такой синефильскую, да, и, в общем, берут ее на щит, да, в Мгм. каком-то смысле, и пытаются выстроить из этого концепцию. И интересно, что это люди, которые связаны и с креативом, и с финансом, и с Да-да-да, тут очень маркетингом. хорошая Да? связка на То есть самом такая деле у них. троица, То да, есть они идеально. умели отбирать, они понимали, откуда берутся деньги, и, мне кажется, понимали, как это продвигать, и вот собрались в одну компанию. И в целом, да, у них, они понимали, что, как ты уже сказал, что вот есть мейджоры и кино популярное, дорогое, а есть низкобюджетное кино. Это кино, которое снимается за очень маленькие деньги, и оно часто не получает своего зрителя, потому что его никто не покупает, чтобы продвинуть. И А не там хватает денег на маркетинг. да, маркетинг — это самое важное на самом деле здесь. И получается, что они поняли, что вот эта ниша малобюджетного кино, она как бы не использована. Оно существует, но им никто не занимается. И они решили, что они возьмут это малобюджетное кино, будут выискивать там самое-самое и продвигать, и доносить это до зрителя. И мне кажется, это какая-то очень крутая концепция, очень правильная для меня, потому что, ну, как мы видим по списку фильмов А24, там очень много клевого, что они нашли и вытащили, и многих режиссеров на самом деле вывели. Мне кажется, как Ари Астера или Шона Бейкера, они же начинали там. То есть получается, есть вот этот мир менеджеров, большого контента, да, и есть большое количество достаточно кино, огромное количество Мгм. независимого кино, которое по каким-то причинам не добирается до Мгм. аудитории, и это остается такой синефильской нишей, Ну да, но среди вот этих синефильских маленьких бриллиантиков, да, есть действительно что-то, что может гипотетически понравиться конечно. аудитории. Мгм. И А24 решили каким-то образом это все взять и придать этому концептуальную какую-то основу, накачать это маркетингом и в каком-то смысле все равно объединить во вселенную, потому что А24 сейчас — это некая единая киновселенная, но мы можем потом с тобой обсудить, правда ли это так, Мгм. есть ли вот эстетика какая-то Ну да. общая, да, и вообще сопоставимо ли это с вселенной, а-ля Марвел, да, Мгм. или нет, да? Да. Но, в продолжении моего рассказа здесь тоже важно, что А24 начинали чисто как дистрибьюторы. То есть они не производили свое кино. И получается, если они запустились в 12-м, то до 16-го года, 4 года, они только покупали. Причем я анализировала, у меня есть большая таблица, где я выписала все фильмы, которые покупали А24, и там есть определенные паттерны. То есть они брали фильмы, с какой-то одной точно звездой. То есть у них прям прослеживается, что здесь там Скарлетт Йоханссон, здесь еще кто-нибудь, еще кто-нибудь, еще кто-нибудь. Поэтому они делали какую-то ставку все равно на узнаваемость, чтобы можно было, видимо, с точки зрения маркетинга это продвигать. Вот, но в 16-м году случилось важное. Они в коллаборации там с другой компанией, по-моему, с Plan B, сняли «Лунный свет». Мгм. И Plan B — это, по-моему, Брэд Питта да, компания. это компания Брэда Питта. И для меня это очень круто, потому что «Лунный свет» победил на «Оскаре» как лучший фильм, но для меня это травма, потому что он забрал этот «Оскар» у моего любимого «Ла Ла Ленда». Но чисто для индустрии это был какой-то новый вообще огромный шаг, что очень малобюджетный фильм от студии, которая занимается инди, нишевым кино, вдруг получает «Оскар». И это прям изменило Это правила было игры. Да. знаковое событие. Я, честно, сам небольшой фанат «Мунлайта», да, но это действительно был момент такой переломный, когда, правда, малюсенькое кино вдруг побеждает. Вдруг Оказалось, что побеждает. оно может быть вот таким большим на самом деле и важным. И на маленькие деньги реально можно снять такое кино. Давай для, может быть, зрителей, которые не супер глубоко вообще в теме кинобизнеса, объясним, что значит вот дистрибьютор
что значит Мгм. производитель, Окей. потому что дальше мы с тобой будем говорить и про неон, и там это тоже будет важно, как на самом деле эти компании от дистрибуции, то есть от распространения переходят к продакшену, то есть к производству и Ну да. созданию. Но дистрибуция, ты по факту покупаешь права на прокат какого-то фильма. Ну, например, А24 покупает права на прокат в США, в То есть кинотеатре. фильм уже снят, Он снят, он он, есть. возможно, есть на фестивалях, они, возможно, видят его именно на фестивале, и на фестивалях происходит продажа фильмов, на самом деле. То есть прокатали какой-то фильм, продюсер подошел, хочу купить, сделка, все дела. И дальше А24 занимается маркетингом, продвижением, договаривается с С кинотеатрами. кинотеатрами Мгм. и занимается продвижением. То есть 4 года они занимались чисто покупкой и распространением. Получается, они ходят по фестивалям, смотрят, ага, вот это крутое кино, в этом Можно продать, вкладываемся, да. это не Ну, очень, это да? бизнес-модель, конечно, Мгм. они учитывают, смогут ли они это продать и заработать на этом деньги. Но с производством что происходит? То есть они уже вкладываются как продюсеры в этот проект, дают, например, на проект деньги и уже участвуют больше как Ну, то производители. есть, когда они участвуют как производители, получается, что они становятся творцами в каком-то Да, смысле, но и да? дистрибуцией они тоже занимаются. То есть если они производят, то они точно и продвигают это все. То есть это уже какой-то полного цикла проект. Получается, что с 2016 года А24 занимается еще и созданием фильмов. Каждый год они что-то выпускают. Мне кажется, сейчас прям у них большой пул уже выходит того, что именно они делают. Они как будто чуть меньше уже занимаются дистрибуцией. Но мне кажется, здесь по накатанной происходит, что у тебя появляется имя, статус, Деньги, деньги, которые ты что заработал на немаловажно, да, да, дистрибуции, да. да. И в целом им уже легче заниматься производством, потому что понятно, что производство — это очень дорого. Вот. Поэтому в целом, такой расклад у нас по А24. Если переходить к Неону, здесь, тоже такая штука интересная. Они появились в 2017 году, то есть через 5 лет после, А24. И, я, когда изучала вообще людей, которые это все создали, здесь интересно. Неон создали 2 человека. Это Том Куин, он продюсер. Он, в принципе, с детства интересовался кино, работал там, знаешь, в видеомагазинах всяких, занимался тоже дистрибуцией и вообще такой фанат. И второй человек Тим Лик. У него своя кинотеатральная сеть была, он сейчас вроде бы ей уже не занимается. У него был свой фест фантастического кино, то есть он тоже немножко такой киногик. Мгм. И вот они создают свою компанию тоже по дистрибуции, в первую очередь, фильмов. То есть не он сейчас занимается в основном дистрибуцией, но у них уже появляются свои проекты. Понятно, что они редко выступают чисто как полностью они что-то создали, они в коллаборации с кем-то это делают. Тут у них, мне кажется, 5 или Ну, 6 тайтлов. у А24 все-таки фора в 5 лет, Да, да, но видим тренд, что они приходят к но я к тому, продакшену тоже. что кажется, что Неон на самом деле двигается по похожей модели, потому что если анализировать фильмы, которые они берут, темы, которые они берут, это то, что мы обсудим с тобой в сплите, кажется, что они берут эту модель. И вот уже реально появляются интервью, где ребята из Неона спрашивают, ну, типа, как вам не кажется, что вы полностью повторяете модель А24? На что, конечно, они отвечают достаточно дерзко, что мы там не занимаемся клевым мерчендайзингом, мы продаем именно кино. Ну, видимо, какой-то камень в огород Ну, их какой-то баттл магазина. есть, Да, да, на баттл самом деле вот этот существует. versus, он появляется. Потому что Тем больше более, и если больше они сравнений. заходят в А мне продакшн, да. кажется, больше сравнений появляется как раз-таки из-за продакшена, потому что это чисто модель А24, и кино похожее. Но на самом деле оно очень сильно отличается, если проанализировать. Ну и, собственно, вот, и появился у нас Неон. Очень интересная философия. У Куина как-то спросили, а в чем она, и он очень классную фразу сказал, что мы ориентированы на зрителей до 45 лет, которые не испытывают отвращения к иностранным языкам, научной литературе, а также сценам с изображением насилия. И мне кажется, это очень круто описывает концепцию Неона. И, кстати, У что меня флешбеки фильмов, и я на самом деле реально я просто напомню, понимаю, что что это похоже, Неон да. занимался дистрибуцией «Паразитов». Это фильм южнокорейский, Пон Джун Хо, который... Вот тут Ты сейчас так важно... показывает, он Да, просто, у да, нас вот просто есть постер. он, надеюсь, А, везде Очень истерэги. важная штука, что это фильм, который получил «Оскар» как лучший фильм и как лучший фильм на иностранном языке. Это просто уникально. А, И это важно в контексте Америки, потому что американцы, они не смотрят кино с субтитрами. У них фишка в том, что как бы большинство кинематографа — это англоязычное кино, и для них в целом дикая история смотреть что-то с субтитрами, а «Паразиты», они никак не дублированы, то есть они на корейском языке сняты, и для них сделали субтитры на английском, и это было очень... Неон даже подогревали как-то интерес, ну, чисто для маркетинга, показывали какие-то трейлеры чисто на корейском языке, они подогревали американскую аудиторию к тому, что им сейчас придется посмотреть. И, а, это я к тому, что
не боятся иностранных языков. У них такая фишка. И если, кстати, сравнивать А24 и Neon, проанализировать, то А24 — это все-таки чаще всего производство только в рамках США. Это, как правило, американские режиссеры. Neon в этом плане, он шире, потому что если посмотреть страны, которые участвуют в производстве, там просто бывает по 5 стран. Там бывают Индонезия, Великобритания, Канада, кого там только не бывает, Южная Корея. То есть у них шире география. Я бы, знаешь, как выразился, потому что, опять же, для зрителей, которые сейчас только вступают на территорию А24 и Neon, это могут быть некие новые субстанции. Кстати, удивительно, что субстанция — это не А24 и Neon, это Mubi. Мы в сплит Mubi еще эту переменную мы не добавляем. Но давай вот постараемся реально простыми словами, чем они отличаются. Вот для меня это правда. А24 — это больше независимое американское кино, хотя, конечно, там есть не только американцы, и там есть вот и корейское кино, да, вроде Past Lives и Минари. Но в основном это дух независимого американского кино, да, и американские режиссеры, которые говорят на разные темы. Да, наверное, это кино такое более европейское, может быть, по вайбу. И А24 большой акцент делает на синефильское комьюнити вокруг культа вообще А24, да, как вот некой организации. Если ты любишь фильмы А24, равно ты, скорее всего, синефил, ты в контексте, да, ты в секте. Неон для меня это правда больше история про международное фестивальное кино, которое действительно чаще всего говорит на какие-то провокационные темы, на разные темы. В каком-то смысле оно может быть более дерзкое, но мы дальше с тобой посплитим, дерзкое оно или не дерзкое. Но это, правда, более широкая география, да, и акцент достаточно на провокационный маркетинг. Вот для меня, наверное, если попытаться суммаризировать это все, да, дальше мы с тобой через контент еще пойдем, но, наверное, я бы сказал вот так. Ну да, у меня, наверное, если добавить к твоему, правда, есть ощущение, что Неон затрагивает больше социально важного. А это правда, у них прям прослеживаются определенные паттерны, которые идут от фильма к фильму, и это социальный контекст. А А24, они как будто бы более метафоричные. У них тоже есть социальные повесточные какие-то работы, но они для меня больше фриковатые, такие придурковатые местами, больше, вот правда, метафоричные, что-то они заворачивают в какие-то сложные конструкты, как будто не он иногда прямее говорит в их фильмы. Наверное, для меня вот в этой подаче есть какая-то большая разница. Ну и правда, в подходе, хоть он и в чем-то схож, но если говорить еще про какие-то различия, то да, то, как Неон продвигает свои фильмы, это более смело, чем то, как это делает А24. Давай поговорим о «Сплите». Давай. Что мы хотим сравнить? Потому что это шоу называется «Split Screen», где мы версусим, контент сталкиваем. И нам очень захотелось столкнуть эти студии, вообще посмотреть, чем они отличаются, чем они похожи. Правила «Сплита». Значит, у нас есть несколько категорий. Внутри каждой категории мы со Светой что-то обсуждаем и выносим вердикт. Мы можем либо оба выбрать А24 или Неон, тогда эта студия получает один камушек. Если мы выбираем разное, тогда Каждая студия по камушку. каждая студия получает по камушку. В конце мы все это подсчитываем. В этот раз мы раздаем камушки. В прошлом выпуске у нас были грибочки, да, сейчас камушки. Вот, поэтому каждый сплит камушек. Переходим к следующему и в конце постараемся подвести еще какой-то итог. Да. Что, первый сплит? Первый сплит — хорроры. Почему хорроры? Потому что А24 очень сильно ассоциируется с хоррорами, и мне кажется, это такой хедлайнер-жанр. Просто напомню, у них Ари Астер был, это реинкарнация, это солнцестояние. А у них вот эти прекрасные ужасы, верни ее из мертвых, и 2-3 демон приди, да, он на русском называется. Это два австралийских блогера, которые стали режиссерами. У них еще Lighthouse, то есть Маяк Маяк. Эггерсон. Это
Эггерс, «Ведьма». Мгм. Важная ремарка, что на самом деле мы сейчас живем в такую эпоху пост-хоррора. То есть когда хоррор — это уже не просто фильм ужасов, да, это становится такой новым жанром. И вот есть несколько фильмов, с которых, мне кажется, началась эта эпоха пост-хоррора. Это фильм «Прочь», да, который, кстати, получил «Оскар» за оригинальный сценарий. Правда, это не фильм А24, Мгм. но мне кажется, по Мог бы духу он быть, кстати. близок, да. Это Ари Астер, которого ты упомянула, и фильм «Hereditary», э, Реинкарнация. «Реинкарнация». Это, собственно, Эггерс и «Ведьма». И вот часто во многих рейтингах, с чего начался пост-хоррор, упоминают вот эти фильмы. То есть это хорроры, которые на самом деле выступают часто на территории драмы, на территории какого-то концептуального кино и нового. То есть когда уже хоррор — это не просто что-то пугающее, как слэшеры или фильмы про привидений, да, а это хорроры уже нового такого уровня, психологический хоррор, который, в принципе, не стыдно смотреть приличным людям, да, Ну, никакие хорроры не и стыдно смотреть синефилам. приличным Не, людям. ну, понятное дело, что, знаешь, был фильм «Ребенок Розмари», было «Сияние» или «Экзорцист». Я сразу перечислил мои любимые хорроры. Вот, но это были какие-то очень редкие такие вкрапления, да, и все всегда спорили, может ли хоррор номинироваться на «Оскар». Может ли хоррор там вообще, достоин ли он, чтобы приличные люди его посмотрели. Сейчас А24 на самом деле заложили время, когда на хорроры ходят синефилы, их смотрят, их обсуждают, они номинируются на приличные премии и так далее, да. Поэтому мы взяли хорроры, да, как отдельный жанр и решили посплитить их Да, между этими но двумя здесь очень студиями. важно, что ты проговорил про хорроры А24, но «Неон» тоже идет по этой территории. Они тоже делают, ставку на хорроры в каком-то плане. Вот у нас, например, есть Озгуд Перкинс, которого они продвигают. Это «Обезьяна», это его «Лонглекс», «Собиратель душ» с Николасом Кейджем. То есть у них тоже есть определенная вообще ветка по хоррорам. И кажется, что примерно в равном количестве они их делают. И это какой-то современный реально хоррор, но у них, конечно, очень разные подходы, мне кажется. Потому что если брать хорроры А24, как ты сказала, что они более интеллектуальные и изобретательные, это правда. Потому что если взять «Солнцестояние», такой уникальный случай, когда у тебя хоррор происходит при свете дня. Он очень солнечный, это очень нетипично. И в целом они делают очень нетипичные вещи. Поэтому мы решили посравнивать именно категорию хорроров. Кто делает страшнее. Кто делает страшнее, кто делает психологичнее, кто делает необычнее. Ну, давай начнем с А24. Давай поделимся М, каким-то своим опытом. Можно я начну? Начни. Я начну с, наверное, знаешь, как с фильма хоррора, который я посмотрел первым и который я посмотрел Мгм. последним. Именно про А24. Первый фильм, который я посмотрел, это фильм «Ведьма». Мгм. Режиссер Роберт Эггерс, который недавно снял «Носферату». И, кстати, «Носферату» уже не А24, это большой студийный фильм, но 2 фильма он сделал с А24. Фильм «Ведьма», чем мне понравился, он очень аутентичный. Время происходит в Америке, когда континент только заселяется переселенцами из Европы, и история о том, как в такой крестьянской семье ам, маленькую девочку, главную героиню, начинают подозревать, что она ведьма, и вообще она связана с темными силами. И это как бы такой фильм про зло, да, не знаю, там, про сатану, дьявола и так далее, но снят он максимально реалистично, снят он максимально аутентично, то есть как будто бы ты смотришь какую-то реальную документальную съемку, да. И вот это вот ощущение хоррора там скорее в том, что там мало скримеров, и все построено на вот этой вязкой атмосфере, аутентичности быта этих людей, верования этих людей. И я помню, что при этом я помню, что в «Ведьме» мне было смотреть очень страшно. То есть, я смотрел вечером, но с включенным светом, вот, и там есть вот это вот, прекрасный персонаж, козел, который там, периодически появляется, но это вот тот хоррор, который как будто забирается такой под кожу, и он воздействует не на уровне скримеров или на уровне каких-то монстров, он как будто бы по-другому вообще общается со зрителем.
И это был один из первых хорроров А24, который действительно произвел фурор, и все подумали: «Вау, вот так вот можно, типа, заходить на территорию хоррора». А последний, который я посмотрел, и тут у меня уже противоречивые, на самом деле, чувства. Это фильм, «Bring Her Back», «Верни ее из мертвых», Мгм. по-моему, называется, да, на русском языке. Я смотрел его в, кинотеатре, в оригинале, конечно. И это действительно очень мощный хоррор, но это тот пример вообще фильма, который после того, как я посмотрел, я думаю: «Блин, а зачем я это посмотрел?» То есть настолько он говорит на сложные темы, и он на самом деле говорит на тему горя и вообще как можно пережить смерть ребенка. Ну, то есть, кажется, хорроры заступали на эту территорию, да, но больше как использовать это какой-то прием для демонизации персонажа. Здесь это вся история про горе и про то, как люди с ним справляются, а точнее не справляются. И это сделали вот эти вот Дэнни и Майкл Филиппу. Вот. Это блогеры, которые делали контент для Ютуба, а потом сделали супер успешный фильм «Раз, два, три, демон, приди», по-моему, он 2-3. назывался. «Два, три, демон, приди», который стоил, по-моему, там 5-10 миллионов, а в прокате собрал там X50, по-моему. И вот они выпустили вот этот фильм «Bring Her Back», который у меня вызвал действительно неоднозначные чувства, потому что, кажется, для меня это too much. Но при этом я понимаю, что с точки зрения режиссуры, актерской работы, вообще художественной постановки, это правда мощное кино, но которое забирается так глубоко и трогает такие струны души, что потом, после кино, я приходил в себя, да. И действительно, ну, опять же, не призываю всех заходить на эту территорию, но кажется, если вы хотите соприкоснуться вообще с крутым современным хоррором, то я думаю, что это А24, да. Поделись своими впечатлениями. Мне здесь хочется, наверно, говорить не только про А24, но, наверно, сравнить с «Неоном», потому что, ну, ты очень подробно рассказал про прикол А24 и хорроров. А у меня, наверно, глобально для меня хоррор А24 интереснее, потому что он менее прямолинейный, что ли, и он действительно поднимает очень важные темы, в которые мне хочется ходить с кино. Например, если мы возьмем «Род мужской», Гарленда фильм, это же тоже он как бы хоррор, но это исследование, мне кажется, природы женского и мужского. И там женщина, которая переживает расставание, она приезжает в какой-то маленький городок, остается одна в доме, и вдруг ей везде начинает мерещиться голый мужчина. Мгм. Ну, не расставание, а самоубийство бойфренда. Она Самоубийство бойфренда. переживает это. Прости. Да, самоубийство бойфренда. И там очень прикольное погружение идёт, как будто в её сознание, подсознательное, и это так всё путает. Такие психологические Да, слои, да-да, и мне да? это очень нравится, потому что, ну, мне это просто интереснее. Или там, если взять «Солнцестояние», там у нас идёт как раз-таки конфликт девушки и парня. Вот, тоже какое-то исследование отношений. Либо, что можно, наверно, «Страх и Бо» причислить в какой-то мере к хоррорам. Это тоже погружение в подсознание человека, который всего боится. Прикольно, что название в оригинале «Бо боится». Я не знаю, почему его перевели у нас как «Все страхи Бо». Тоже про отношения с матерью, с самим собой. И, наверно, для меня А24, он ассоциируется вот с этим погружением в себя, и это на самом деле достаточно страшно. И не всегда комфортно. Это никогда не комфортно, и из-за того, что это на грани, вот как я говорила, метафоричности, что они очень клёво заворачивают вот эти понятные многим эмоции в что-то метафоричное. И вот как раз-таки фильм «Верни её из мёртвых», он, да, тоже про мать, потерявшую ребёнка, и это очень сильно влияет эмоционально, это очень сильно пугает без действительно скримеров и чего-то понятного. Поэтому у меня здесь, наверно, в приоритете будет А24, потому что на контрасте «Неон». Но «Неон» для меня сейчас ассоциируется по хоррорам с Перкинсом реально. Ну, Это давай про «Неон» поговорим, потому что мы как бы сразу Ну, я к нему и сразу, прихожу. видимо, отдали Нет, голоса. я к нему сейчас и иду, что для меня тут есть очень сильный контраст, что «Неон» у меня ассоциируется с Перкинсом. Это «Обезьяна», которая выходила, кстати, в этом году. Это «Long Legs», «Собиратель душ». Для меня это уже менее изобретательные хорроры. «Обезьяна» вообще, она больше работает, мне кажется. Ну, вот знаешь, это хорроры на грани с комедией всё-таки, потому что они тебя одновременно чем-то пугают,
но и дико веселят, потому что иногда, когда появляется Николас Кейдж в кадре, вот этот выбеленный, и его сравнивают с Аллой Пугачёвой, это все очень смешно, то есть вокруг фильма очень мемно Ну, получается. чтобы справиться со страхом. Но этот кадр, Когда он где он появляется, неожиданно да. опускается вниз, он на самом деле Вот, действует. да, но это, понимаешь, ты же понимаешь, что это очень понятный хоррорный прием появления Ну, злодея, да. классический И скрим. я к тому, что для меня, наверное, не он. Он, конечно, пугает вот этими классическими приемами, но меня это скорее не так сильно привлекает, как психологизм хорроров А24. А какие фильмы? Мы столько с тобой назвали А24 хорроров. Какие фильмы, хорроры, неон ты бы выделила? «Титан». Ты бы Но назвала это это не... хоррором? Я бы сказала, что это фэнтези, фантастика. Ну, Это что-то мне область кажется, что это фантастики. боди-хоррор всё-таки, нет? Ну, кстати, да. В какой-то мере, да. Он... Можно сказать, что он боди-хоррор. Ну, вот он... Ну, кстати, он метафоричный. Он метафоричный, но он все равно очень прямолинейно показывает то, что может напугать. Понимаешь? То есть это визуализация страхов. Если А24 давит чисто каким-то мыслительно-эмоциональным процессом, то тот же «Титан» пугает визуально. «Титан» для меня — это, кстати, лауреат, «Золотой пальмовой ветви», но мы про награды с тобой Мгм. поговорим потом. Для меня это в то же время такое социальное высказывание, Ну да. да. Некий протест социальный, такой авангардный. Я, наверно, с тобой соглашусь, что А24, видимо, больше про психологизм. То есть если вы хотите, психологического, сложного, концептуального кино, то идите в А24. А24, двери А24. Если вы больше хотите провокацию, что-то смелое, но как бы такое рваное по И форме, очень визуально, то очень очень визуально. визуально. «Неон». Это «Неон». Это Да. хорроры «Неона», да. И вот ты сказала про «Солнцестояние». Ты знаешь, наверное, это вот любимый мой хоррор, Мгм. А24. Я ходил на него в кино 2 раза. Был прокат, потом был перепрокат. Вот, я реально обожаю это кино. Оно великолепное, и мне кажется, это пример как раз как будто не мрачного хоррора, потому что, его сравнивают еще с «Плетеным человеком», Да. потому что все действие происходит в солнечный день, все люди в венках, Ну в да. цветах, в платьях. Визуально не Да, то предвещает есть ничего визуально это ужасного. просто вот солнце и как будто бы счастье. Но внутри, на самом деле, депрессия, трагедия, Да, это очень зависть, круто похоть и работает. как бы прочее, прочее. Мгм. И это Потому работает что ты не настроен, круто. ты через визуал Это не не ждешь, настроен ты на не то, что ждешь. сейчас что-то будет, а там что-то Да, а там происходит. происходит как бы ужас, И мне да, кажется, который это изобретательней в том плане, что это слом ожиданий, слом формы. Мне это больше нравится. хорроры У кого? отдаем А24. Но Да, я 24. считаю, Камень А24. здесь, камешек, А24. отправляется А24. Но территория ужаса. Территория ужаса — это территория, в общем, страха, подсознательного, внутренних демонов. Но давай поговорим еще о, ну, чём-то позитивном, да, можно так сказать, о комедиях. Второй «Сплит» — это комедии. Давай поговорим о фильмах вообще, Мгм. которые вызвали у тебя улыбку хотя бы, да, или показались Хотя бы. тебе, да. Слушай, здесь для меня, правда, сложная территория, потому что я, когда готовилась, к подкасту, поняла, что я смотрю достаточно мало таких фильмов. И из того, что, наверно, на каком поле я могу обсуждать, вот, из последнего просмотренного у нас с тобой «Дружба», «Friendship», которая вышла вот Мгм. буквально недавно, и мы успели её посмотреть. Но для меня это какая-то вот образцовая комедия А24, потому что это история... Quirky comedy это Да, называется, это да. история про чувака, не знаю, middle age, такого среднего возраста, у которого нет друзей, у него очень странные отношения в семье, там сын целует маму в губы и прочий кринж. Это вырежем. Ладно. Окей. Комедия, да-да-да. Комедия. Как начинается комедия В от общем, это А24. про вот мужчину среднего Ну, не начали возраста. смеяться хотя бы сразу. Ну, видишь, работает. Мужчина среднего возраста, у которого нет друзей, и как-то... Блин, как мне это... Да ну, Ты знаешь, в меня так попал этот фильм, вот у меня столько эмоций на самом деле, ты ж потому не даешь что... мне сказать. Блин, я быстро, потому что, это я, понимаешь? Это фильм про то, как сложно миллениалу вообще,
а, Ты найти, почему мои слова забираешь? Я просто не Да? понимаю. Потому что там про мужскую дружбу И говорит. что? Неважно, Ладно, всё какого всё пола всё, дружба добавляю там. добавляю. В общем, я хотела сказать, ты мне структуру всю портишь, я как это редактировать буду? Это фильм про чувака среднего возраста, у которого нет друзей. И тут по соседству к ним подселяется чувак, который ведет прогноз погоды. Он примерно его возраста, и он очень доброжелателен к нему. И, в общем, наш главный герой начинает с ним дружить. И очень сильно вот этот герой, который приезжает по соседству, на него влияет. И у них как будто бы сначала образовывается дружба, но потом идет просто все сикось-накось, очень много кринжа и странного. И я для себя этот фильм интерпретирую так, что а, это фильм о том, что мы на самом деле хотим иногда сказать или сделать, но нас себя сдерживаем, а наш главный герой не сдерживает. И мы смотрим на какое-то безумие, которое он творит, когда он там, не знаю, забирается к этому другу своему домой, чтобы э, ш- Доставить посылку, доставить какую-то посылку, и он постоянно пытается втереться к нему в какое-то вот это поле близкое, но постоянно косячит. И вот эти его косяки — это как будто бы то, что иногда хочется сделать, но ты себе, как там приличный человек, не позволяешь. И мне очень нравится этот юмор. Я получила какое-то невероятное удовольствие. Мне кажется, А24 у меня в целом ассоциируется вот с такого рода юмором, странный. Он такой странным странный, юмором. он немножечко такой даже иногда дискомфортный, такой испанский стыд у Да, ты смотришь персонажа. на него и думаешь: "Нет, пожалуйста, не делай этого". Остановись, чувак, у Но и тебя при же этом есть очень вообще смешно. просто какое-то внутреннее приличие. У него нет Зачем ты внутреннего творишь? приличия. Это Да, прекрасно. но это попадание еще, знаешь, на самом деле в нерв, людей, там, я не знаю, 35 плюс. Это не время, когда в 20 лет у тебя куча друзей, и ты с Да, ними это тусишь. сложно. Это время, когда у тебя работа, семья, и вообще как И уже найти сложно найти, дружбу. да, потому что дружба, мне кажется, это, как Еще мало правило. фильмов про дружбу, да, вот Ну да. мне кажется, сейчас, то есть в которых бы дружба являлась бы основной темой. Часто это, например, романс, и где-то сбоку есть еще дружба, да. Поэтому у А24 получилось, на самом деле, сделать фильм про дружбу, да, причем про дружбу, вот, я не знаю, людей. Да, и если продолжать тему какого-то смешного, я на самом деле еще вспоминаю «Все везде и сразу». Это тоже проект А24, потому что это как бы заход на Марвелов и на мультивселенную, но вот в этой кринжовой Ну, манере. супер странное. То есть это фильм, мне кажется, такой супер странный, соткан из кучи каких-то поджанров, экспериментов, но который при этом, был супер успешный. Ну и смотри, тут Был юмор супер тоже на успешный. грани, как в «Френдшипе». Он на грани безумия, когда вот эти руки-сосиски, Или «Говорящие камни», говорящие которые там камни. 5 минут в кадре, просто статично Да, находятся, и люди есть почему-то на диалог. это приходят И и это смотрят, да. очень смешно. Знаешь, потому что это какой-то юмор на грани безумия, который они себе разрешают, а ты тоже иногда такой юмор хочешь себе Блин, разрешить. я И обожаю знаешь, такой. ты как будто подключаешься к ребятам, которые не стесняются шутить очень тупые шутки. И такой: "Блин, пальцы сосиски, но это же угарно". Ну, это тупые в плане «Все везде и сразу». Вот в фильме, про который сказал, «Дружба», и, фильм, который вот я еще хотел бы выделить, это «Dream Scenario». Да, кстати, Это «Герой наших снов» «Герой с наших Николасом снов». Кейджем. Мне очень нравится этот вайб. Он больше такой про абсурд, абсурдный юмор. Мне кажется, это похоже немножечко на, Мишель Гондри, его Да-да-да. фильм, с Джимом Керри «Вечно сияние». «Вечное сияничество разума». Это фильм, «Наука сна». То есть такой странный, абсурдный юмор, немножко в стиле Кауфмана, да, Ну да. Чарли Ну, Кауфмана. кстати, да. Быть Джоном Малковичем в целом могли бы сделать А24. Да, да, да. То есть на самом деле это реально какой-то похожий вайб. И в Dream сценарию очень очень прикольный хай. Я вообще люблю фильмы с high concept. И там high concept, что всем людям вдруг начинает сниться один и тот же человек, Мгм. который выглядит как Николас Кейдж. Ну, точнее, это мы понимаем, что это Николас Кейдж. И там есть еще такой заход на территорию вообще мемов, современной массовой культуры. И этот фильм такой неловкий, смешной, в каком-то смысле глупый иногда, да. То есть тот юмор, который можно категоризировать как юмор, наверное, не для Ну и всех. герой, кстати, опять очень нелепый герой, как и во «Френдшипе». Да. Он же там И даже такой. такие фильмы-близнецы для меня, хотя они Они сняты похожи, я разными согласна. разными режиссерами, Я но, согласна. для меня это смешно. Но при этом я понимаю, что, наверное, это не территория вот, юмора, как, например, фильм «Hangover», да,
«Мальчишник в Вегасе», да, Ну, который там как просто бы угар, да. да, он как бы такой угарный, он такой злой, и Ну, я юмор такой как согласна. бы Вот если телесный. брать какую-то концептуализацию А24, то тут, как и с хоррорами, они берут на самом деле какую-то очень важную тему и заворачивают в её форму комедии. Потому что «Герой наших снов», что «Дружба», там же очень важные какие-то посылы, очень трогает эта история, потому что, в «Герое наших снов» там, ну, по факту зашита история про отмену человека, Да. и что он с этим ничего не может сделать. А во «Френдшипе» как Он раз просто таки снится людям, в этом-то на да, и самом он деле ничего и не кайф. сделал, Да, да. но, ну, не будем А люди спойлерить, что в люди фильме отменяют, происходит, да, но да. и в какой-то момент отменяют, хотя он ни при чём на самом деле. И во «Френдшипе» тоже очень важная тема, действительно, нахождение друзей там после 35. И мне кажется, что А24, делая смешное, всё равно говорит про очень важное и сложное, как с хоррорами. Но что делает не он? У меня, наверно, здесь Но посложнее будет. делать не он. Давай, кто начнёт? Потому что на самом деле здесь я бы хотел, обнеониться, честно. Или отнеониться. Обнеониться. Я хочу Хорош. обнеониться. Хороший термин. Слушай, мне про «Неон» говорить очень сложно, потому что я когда тоже просматривала список фильмов, я поняла, что я как будто бы смешного у «Неона», ну, окей, «Треугольник печали». Можно сказать, что это тоже какая-то территория Но это как будто бы абсурда. ещё больше юмор не для всех, нет? Ну, это «Треугольник вообще печали». такой, Ну, ну такая да. социальная сатира, да. То Вот есть, опять социальная. я, например, на «Треугольнике печали», ну, я не смеялся. Я мог улыбаться, Нет, ну вот да. когда лицо Баленсиага, лицо «Balenciaga H&M», Да, ну, это было это смешно, но это прикольно, да, мемно, да. это прикольно. Ну, либо известная блюющая сцена, где 15 Но там минут. вообще не смешно. Для меня есть 2 фильма «Неона», Мгм. которые я бы не назвал их смешными, Так. да. Вот, но я бы сказал, что в них много смешного, много юмора. Это «Анора», которую Мгм. я считаю, ну, действительно смешным фильмом, хотя это драма, но я этот, фильм смотрел в кинотеатре в полном зале, и я не помню, когда последний раз весь зал просто смеялся в голос. Ну, там есть вот эта сцена, где они пытаются пленить Да, Анору. и тут я тоже Да, смеялась. да, то есть Юра это сцена, Борисов которая вообще топовый. Он отвечает за смех, на самом деле, в этом Ну, там фильме. всё работает. Там работает не только Юра Борисов, там работает и Майки Мэдисон, и вот эти прекрасные армянские, гангстеры. То есть я помню, что просто весь зал хохотал. Да. Правда, там больше нет таких сцен, да, где бы люди смеялись, но там это прям просто была такая вибрация в зале, поэтому я могу сказать, что на А24 я так не смеялся, да. Поэтому, ну, «Анора» — это как бы Шон Бейкер, и мы с тобой обсудим дальше режиссёров, кто где Мгм. и вообще какие там есть имена. И второй фильм, помимо «Аноры», это «Паразиты». М. Хотя это сатира, да, это такой, на самом деле, фильм вообще про социальное неравенство, там много слоёв в прямом и переносном смысле. Есть, подвалы, да, тёмные. Но этот фильм, который я смотрел, с улыбкой, да, несмотря на то, что там есть насилие, и это триллер, то есть то, как это устроено, то, как там работают персонажи. Но «Паразиты» — это Бон Джун-Хо, и на Мгм. самом деле у него тоже фильмы, всегда в них есть какой-то такой странноватый юмор, да. Ну да. Поэтому здесь для меня вот эти 2 тайтла, они действительно тоже дают мне много какой-то смешной, Ну, тут энергии. интересно, что если взять даже «Тоня против всех», это один из первых вообще фильмов, которые «Неон» запускали, там же тоже есть вот местами, из-за того, что Тоня постоянно говорит в камеру, и как бы фильм создан из интервью, которые друг другу противоречат. То есть в этом есть тоже какой-то юмор, но он не типично комедийный, то есть это какой-то другой юмор. Чувствуешь? Согласен, согласен. Давай раздавать камешки. Ну, для меня очевидно, для меня это А24. Но смотри, я же не могу выбрать и А24, и «Неон», правильно? Нет, ты должен что-то одно. Окей, хорошо, тогда я выбираю «Неон» здесь, Мгм. потому что, ну, я вспоминаю свой хохот на «Аноре», Мгм. да, как бы, и и здесь, он, в общем, кладет на лопатки всех. Хотя мне супер нравится и «Дрим Сценарио», мне очень очень понравился фильм «Френдшип», но здесь, в общем, я выбираю, «Неон». И этот всё равно особенность «Неона» — выбирать какие-то фильмы, хотя, конечно, драм, сай-фая, хорроров больше. Поровну. Тогда здесь у 1:1. нас, А24 и «Неон», да. М-да. Спасибо, Юре Борисову, да. Блин, Юра затащил просто Да не, камень, ну ладно, ну в там всё огород работает, «Неона». ну там всё работает, там всё работает. Я когда пересматривал дома, рядом со мной никто не хохотал,
Вот, но все равно этот вайб я помню. Мы хотели обсудить с тобой, у кого из студий на самом деле более смелое и провокационное кино. Почему? Потому что в целом, когда читаешь или смотришь какие-то видосы про эти две студии, всегда звучит такой тезис, как эти студии не боятся рисковать, они берут что-то очень смелое, крызанутые сценарии, крызанутых героев. Вот хочется на самом деле разобраться, кто делает это смелее и делают ли они на самом деле это так смело. Но мы здесь хотели немножко вклинить небольшую игру и только в конце этой игры подвести итоги, что в итоге получится. Мы придумали игру, которая называется «За дело, за живое». Каждый из нас выбрал по 4 сцены, которые каким-то образом очень эмоционально повлияли. Эмоции, на самом деле, могут быть очень разные. От отвращения до умиления. Ну, просто что-то очень-очень-очень сильное. Ну, стараемся мыслить в парадигме какой-то смелости, наверное, и экспериментальности, если получится у нас. Но глобально хочется обсудить эти сцены и в конце подвести итог, кто, на наш взгляд... Кто, на наш взгляд, больше задевает за живое. Да. Хотя это, разумеется, субъективно. Субъективно. Но тут все Но субъективно. это шоу называется «Сплит Скрим», и мы любим сталкивать, мы любим версусы. Кто начнет со своих сцен? Не знаю. Ну, хочешь, я начну? Давай. У меня есть, конечно, прям целая история с этим фильмом. На 1,5 часа? На Но 1,5 это часа. будет дополнительный материал к этому Доп-материалы, выпуску. да. В общем, на самом деле этот фильм уже звучал сегодня. Это «Титан». Так. Это, наверное, один из, не знаю, 3 или 5 фильмов, которые я не смогла посмотреть с первого раза. Я обычно всегда досматриваю все. Меня достаточно сложно впечатлить так, чтобы я выключила фильм. А еще человек, который не любит бросать на середине, и даже если мне что-то не нравится, я досматриваю. Но «Титан» был фильмом, который я остановила и посмотрела только со 2-го раза, когда мы решили делать этот выпуск. Я подумала, что я должна преодолеть эту вершину. В общем, «Титан», для тех, кто не смотрел, это фильм про девушку, которая в детстве она попадает в аварию, и ей вшивают в голову титановую пластину. Потом она уже взрослая, она, получается, танцует стриптиз в таком клубе, где сочетаются девушки и машины, то есть они танцуют на машинах. Вот, у нее очень много фанатов, и я даже не знаю, как это Ты описывать. подбираешься, потому что я знаю, о чем ты будешь говорить, да, о чем ты будешь говорить, но давай к сцене. Мне кажется, надо к сцене перейти. Да, в общем, у девушки необычная связь с автомобилем. Но на самом деле это не та сцена, я просто к ней подвожу. В общем, в начале фильма, после своего выступления, каким-то образом эта девушка, наша главная героиня, занимается сексом с машиной. Нам не показывают этот процесс, но можете представить, как это происходит. Ну, там намекают. Да, намекают. И, как мы понимаем, она беременеет от этой машины. И сцена, на которой я первый раз выключила фильм, это сцена, когда она понимает, что из нее вытекает какая-то маслянистая жидкость, буквально машинное масло, видимо. Она идет в туалет и засовывает в себя, по-моему, это для волос такие палочки. Иголочка такая, да. Да, она засовывает это в себя. Это тот момент, когда я выключила фильм, потому что я физиологически просто не могла на это смотреть. Мне было неприятно, меня пробивали какие-то мурашки, как будто это со мной происходит. То есть это было настолько натуралистично, странно, безумно, что я выключила. И я думала, что я «Титан» никогда в жизни не посмотрю, хотя это очень там важный фильм в Каннах, про него все Важно, он говорят. получил золотую Да, он пальмовую ветвь, получил главный золотую приз. пальмовую ветвь, И про него много, все на самом деле, говорили. было обсуждений, что Да. не надо было давать этому фильму. Не надо было, потому что были другие, да, претенденты на эту премию. И, собственно, я чудом посмотрела этот фильм 2-й раз, и это были очень похожие эмоции. То есть я ждала этого момента, когда она это будет делать, и я просто вот так сидела и думала, Это как бы шок. мне это Это шок. В целом перебороть. весь фильм это шок, это провокация, это выход в такую как бы реальность, которая некомфортна, да, для многих. Но при этом это кино, которое может вызвать, в общем, шквал эмоций. И это причем социальное высказывание, опять же. Это фильм Неона, это важно. И вот просто уровень безумия. Для меня это очень безумно и Ну смело. вот ты сейчас говоришь, для меня этот фильм я тоже смотрел, но для меня это один заход, да, один заход Один раз в жизни, на это и больше кино, потому что никогда. для меня это больше про провокацию, Да. больше про такое насилие над зрителем. Да, после этого фильма
действительно можно уйти с территории буквальности на территорию Мгм. метафоричности, у кого, в принципе, в целом работает этот переход. Мгм. Потому что люди, которые, наверное, не готовы переходить на уровень метафоричности социального высказывания, и Они останутся с они этим. останутся с этим. Да? Зачем вы мне это показываете? Что это означает? Да, это очень Зачем я провокационно. это посмотрел? Я согласна. И даже мы с тобой потом этот фильм обсуждали, и я понимала, что да, мы переходим на уровень метафор и так далее, но мне как бы даже неприятно его обсуждать. Осадочек есть. Я потому что вспоминаю эти кадры, потому что мне ж надо их метафоризировать как-то, а я не хочу их помнить. Да, Я хочу, да. чтобы это выкачали из моей головы. Так что для меня Все, это... убираю эту сцену из своей Спасибо, головы. спасибо. Где этот Как у девчонок. Да. Да? Камешек есть. По Поговори башке с мне. камнем и забудешь. По башке мне кинь. Я забуду. Это после съемок. Если мы не сойдемся во мнении. Окей. Давай, следующую сцену. Не, давай через один. Мы по Давай, очереди. конечно. Давай, да. Хорошо. Так, моя сцена. Я постараюсь без спойлеров, Ну, потому давай. что вдруг какие-то фильмы не смотрели, и мне бы хотелось, на самом деле, людей, наших Заманить. зрителей завести на эту Только на территорию. «Титан» не Не на «Титан». заводь. На «Титан» не заводим. На «Титан» не заводим. Опять же, огромное количество фильмов, которые сделали А24 и «Неон». В нашем выпуске будет списочек Да, всех 100%. этих фильмов. Можно будет потом, какой понравится, посмотреть. Если первая сцена, а на самом деле последняя сцена фильма, этот фильм мы упоминали, это «Солнцестояние». И это финальная сцена. У нас сегодня в выпуске есть артефакт, да, вот Веночек. из финальной Да. сцены. Это скорее такой вообще итог всего нарратива, что был. И как бы, чтобы на самом деле не проспойлерить эту сцену, это финальная сцена, где героиня принимает некое решение касательно продолжения собственных отношений с своим бойфрендом, да. Я так вот совсем... Ну, кто знает, тот знает. Я Вы знаете. скажу совсем иносказательно, но мне кажется, опять же, это от А24, и у них действительно получается достаточно круто делать финалы. Делать финалы, которые оставляют зрителя, да, вот в каком-то таком состоянии. Оно может быть разное. Но для меня «Солнцестояние» — это одновременно пример ужасной концовки и радостной Да. концовки. И как вот это можно Ну, вообще потому что сочетать? метафорически это Потому хорошо, что это а буквально метафорически, это да. трэш. А буквально, да, буквально это, конечно, не пожелаешь так, наверное, расставаться. Вот. Хотя, когда ты посмотришь, как люди расстаются, да, может быть, в реальной жизни там как-то постараться Не надо так. без венков. Да, Да. поэтому для меня сцена из «Мидсоммар», из Ну, я тут, «Солнцестояния». да. Feel it. Окей, моя вторая сцена. Давай. Тоже упомянутое уже название у нас. И тут у меня есть еще одна история. У меня везде будут истории. Это сцена из «Треугольника печали». Так. Я скажу так. Единственная вещь, которую я не переношу в кино, это процесс блевания. Ты скажешь, рвоты хотя бы, блин. Рвота в кино. Я не знаю, почему. Вомитинг. Вомитинг. Я не знаю почему, но это меня триггерит больше всего. Я кстати, не понимаю закрываю вообще, зачем глаза. рвоту снимать в кино. Я тоже не Для понимаю. меня такой же вопрос. Но это метафора. Но Это- смотри, на самом деле в «Треугольнике печали» это клево работает, потому что это долгая сцена. Там у нас буквально званый ужин на 15 корабле. минут или даже больше, Люди в да. красивых нарядах, платьях, и они начинают просто все дружно блевать. Это все очень подробно снято. И для меня это супер. Они травятся какой-то люксовой едой. Да-да-да. там, да, и- Понятно, что тут уровень тоже какого-то высказывания, но для меня чисто физиологически это очень Прикольно, тяжело. что единственный, кто не отравился на корабле, это Вуди Харрельсон, который Да-да-да. играет капитана, Да. потому что он съел бургер. Да, он съел Он простую отказался вот от еду. этой всей fancy food, Ну да, тут метафорит, там же Да, это про да, ну классовость это и так прикольно. далее, и очень прикольно. Но в целом для меня это была сцена очень впечатляющая. Почему еще? Этот фильм у нас прокатывала компания A1. Кстати говоря, они на самом деле много прокатывают и А24, и Неон. Можно зайти к ним на сайт, у них там очень много тайтлов. И Сентиментальная история как раз, по-моему, ценности. выходит. Ценности, сентиментальные ценности. Да, Ну, ценности, буквально история они близко. будут это выпускать, поэтому они прям тащат фильмы А24 и Неона. И вот они делали большой показ в большом зале «Каро Октябрь», «Треугольника печали». Я там была, и очень интересно, что они всем на входе выдавали 2 объекта. Это блевательный пакетик,
вот такой бумажный, белый, Мгм. и соломку солёную. Знаете, вот эти палочки, соломка Мгм. солёная. И Чтобы через и соломку мы блевать? не-не-не, соль помогает от А. тошноты. Мгм. И тебе это дают, и ты не понимаешь, зачем тебе это дают. То есть ты интуитивно понимаешь, что это блевательный пакетик, потому что он похож на Как в пакетики в самолёте. Ты вроде не в самолёте. самолёте, да? Да-да-да, и ты такой, и соломка. Соломка вообще удивляла, потому что я сначала не могла понять, как это сочетается. Я не знала, что будет такая сцена. И на входе они сказали: "Ну, вы поймёте потом". И со сцены они сказали: "Вы поймёте потом". И ты сидишь просто в этом кресле, там гигантский зал в октябре, и ты ждёшь, а что же будет такого, что тебе понадобится пакетик и соломка. Это клёвый маркетинг. Мы с тобой про маркетинг будем говорить Мгм. отдельно, но вот что на самом деле делают и "Неон", А24, и я смотрю, наши ребята, Да, которые прокатывают в поддерживает России, они это. тоже поддерживают эти все фишечки, да, и придумки. Но это по-новому для аудитории вообще преподнести, да, сам контент, сам вот этот экспириенс вокруг фильма. Хотя сцена, правда, шокирующая. Честно, я смотрел, помню, в Питере в "Авроре" эту сцену, Мгм. я просто вышел. О, офигеть. Я просто вышел. То есть, А я хотя начала фильм есть соломку. хотя ну, у меня не было, понимаешь, у меня не было, соломки, вот, и я в какой-то момент просто вышел, вернулся, там, с удовольствием смотрел Мгм. фильм, но для меня это было too much. Для Слишком. меня Это это очень было много блёвы на хронометраж фильма. тоже "Золотая пальмовый ветвь", Тоже тоже "Золотая "Золотой пальмовая пальмовый". ветвь", тоже, видите ли, не он у нас это вообще-то. Ты идешь Н по пальмовой, да. но да, как-то так получается, И что это то, что меня очень сильно впечатлило. И я хотела ещё добавить, что в целом, я бы предложила, так как мы сказали, что "Неон" А24 выпускают сейчас в российский прокат, следить за анонсами у A1, потому что у вас есть возможность поучаствовать ещё в каком-то перформансе, не Да, знаю, в если это какой-то. спецпоказ, Да, я да, прям то очень можно такое рекомендую за за следить, потому заловить. что щас будут сентиментальные ценности. Может быть, ребята тоже что-то прикольное придумают. Ну и в целом, да, мы оставим на них ссылки, чтобы можно было за этим всем следить. У ребят тоже есть, подкаст аудио, тоже будут ссылки и видео. Выпуски, они приглашают людей из киноиндустрии, обсуждают какие-то важные штучки прикольные. Просто как, типа, то, за кем надо следить, если вам интересно А24 и "Неон". Моя сцена- всё. Окей, так, после этой сцены что у меня там есть? У меня опять финалочка. Ты О, у знаешь, у меня меня тоже опять есть финалочка. финалочка. Мне Я так изначально выписал, интересно. может, у нас будет совпадос, да, с Мне тобой? вот интересно, а А вот возможно, он будет? не, будет. Я думаю, что он будет. Вторая сцена у меня из фильма "Uncut Gems". Да! Финал! Да, и опять же, ну, не я думаю, что не будем, спойлерить, да, Блин, я потому не что знаю, как не спойлерить. не, Давай этот соспойлерим. фильм, что я хочу про него Ладно, сказать. Там испортишь играет лучше. Адам Сэндлер, Да. и, вот что еще тоже делают А24, они часто на крутых режиссеров, да, Мгм. приглашают каких-то известных актеров. Это братья Сафдий делали. Братья Сафдий, да. Это реально клевые ребята. У них был Паттинсон в их первом фильме, Сэндлер во втором. Что интересно про этот фильм? Во-первых, Сэндлер играет там супер нетипичного для себя персонажа. Это такой, нью-йоркский еврей, немного аферист. В этом фильме есть такой немножко вайб фильма "Пи", если ты Ну, Даррен Аронофски, да. да, этот, фильм помнишь? Ну, ты наверняка Я помнишь, ещё там помню, один из моих любимых. сзади глаза у меня Да. торчат, да, из этого фильма. То есть это такой фильм, на самом деле, про некий вообще жизненный хаос, да, и как герой его пытается каким-то образом подчинить своей странной логике. Это фильм, который не хоррор, но при этом, 2 часа я сидел реально и постоянно нервничал за персонажа, за персонажей. И он никак не мог остановиться, он постоянно что-то придумывал, Он что-то новое. делец, Он да. Он делец, он 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 пытается деляга. зарабатывать Да, деньги, но да. вместо того, чтобы И придумать мутки, у него нормальную постоянно схему, мутки. он чуть-чуть получит, вложит сюда, там проиграет, тут за ним уже коллекторы идут, и он постоянно в этом режиме, и ты до конца ждёшь, что он из этого выберется. Да, да. И вот на самом деле он в конце, наш вот этот такой Чичиков, да, от А24, он как бы выпутывается из этого, но не так, как бы Да, там такой нам поворот, о кажется. котором мы не хотим И говорить. эта сцена, она правда, она, с одной стороны, является неким разрешением, потому что 2 часа я сижу, и я просто в постоянном напряжении, и я не могу отпустить это кино. Я продолжаю его смотреть. Я продолжаю смотреть, и я прошу персонажа: "Чувак, остановись, Да, остановись. замедлись. Вот тут можно Всё, хорош. остановиться, Просто пожалуйста. остановись, помедитируй, поплавай, блин, закрой глаза, поиграй в Last of Us". Вот, но нет, и он не останавливается. К чему это приводит, это очень интересно. И для меня это реально клёвый финал, сцена, которая, правда, Но это слом ожиданий, это слом согласись. У меня ожиданий. просто эта третья Это сцена слом тоже ожиданий, стоит, да. потому что, как я уже тоже говорила, что смелость как раз-таки в том, что они ломают привычную структуру. Потому что, казалось бы, финал, вот как ты ожидаешь, он совершается, но следующие секунды тебе ломают это.
И у меня просто были крики в Но экран, это типа, работает. какого Это чёрта? работает. Я не могла поверить, что так сделали. Я не готова была согласиться на это. То есть мне испортили мой финал, к которому я так хотела прийти. То есть меня обломали так сильно, потому что напряжение в течение фильма такое сильное. А ещё интересно, что он снят очень минималистично. Там Да, несколько помещений. ручная камера, Да, всё очень такое ограничено простое. всё, и нет никакого Неогранённые глобального. алмазы, да, неогранённые Да. алмазы — это Ну, честно, да. Вот допустим. я так впечатлилась, что тоже себе её выписала. Так что моя Видишь, у 3-я нас сцена, у совпадение. Да, нас, у нас совпала совпадение. сцена с Окей, тобой. значит, получается, 2 сцены, 24, да? Ну, давай, это следующая твоя сцена. Ну, тогда давай я перепрыгну. У меня остаётся 1. Она будет, кстати, с другой эмоцией. И я снова возвращаюсь к "Неону" и к своему, наверно, любимому фильму. Это "Идеальные дни" Вима Вендерса. Я с этими идеальными днями всех задолбала, мне кажется, в прошлом году. Потому что действительно это фильм, который был очень про меня в тот период, когда я его смотрела. Я смотрела его прям несколько раз, и каждый раз он меня берёт за живое. Это фильм, я думаю, про него тоже очень многие слышали, про уборщика японских туалетов. Это чувак, который живёт очень рутинной жизнью, то есть он встаёт в одно и то же время, поливает свои цветочки, берёт кофе в вендинговом автомате, едет на работу, очень тщательно убирает туалет. А я обожаю клин-токи. Это видео, в котором люди убираются, там чистят Убирают ковры. туалеты? У тебя Нет. даже есть книжка про уборку, Ну да, да, мне туалетов? привезли такой сувенир из Японии, книжка "Японские туалеты". И Видимо, это какая-то японская там тема. собраны вот эти туалеты, в которых он работает. Там не обычные туалеты, там это арт-объекты, над которыми работали известные, Арт-туалет. да. Там была специальная программа с этими туалетами, не буду углубляться. И, в общем, этот человек живёт свою рутинную жизнь, и у него происходит череда там драматических небольших событий, но глобально в фильме как будто бы ничего не происходит. Он очень медленный, Медитативный, медитативный. дзен-буддизм. Да, и, наверно, почему этот фильм в этом списке, потому что вообще много споров о том, о чём фильм. Некоторые люди говорят, что он об отказе от современного, знаешь, про осознанный аскетизм, что человек отказывается от мобильного телефона, от интернета, он за книжки, за кассетный плеер, за фотографии, которые ты хочешь проявлять. Знаешь, что возвращение к чему-то такому. А кто-то вот это видит и считает нашего главного героя этого фильма очень счастливым человеком в этом. А я в этом герое вижу какое-то всепоглощающее одиночество и невыносимость, на самом деле, этого одиночества. И мне кажется, что главный герой, он обманывается очень сильно. И для меня, финальная сцена, она очень многое говорит, потому что, Ты выбрал финальную я сцену, выбираю да? финальную сцену, потому что в течение Без всего. спойлеров. Ну, там такой фильм, в котором спойлеры невозможны, на самом деле, если честно. В этом фильме он очень часто показан в машине, как он едет на работу, с работы, и он всегда включает музыку. И на самом деле Вим Вендерс не рассказывает предысторию героя, но через музыку, это я анализировала, я проверяла все треки, которые там есть, и эти треки складываются в определённую историю на самом деле. Поэтому для меня этот фильм про одиночество и про то, что он несчастлив. И последняя сцена, он едет на рассвете, получается, Вендерс снимает его крупный план, он включает Нина Симон там играет. Да, там I'm Feeling Good. Играет I'm Feeling Good, но при этом главный герой пытается сдержать слёзы, как будто бы очень сильную истерику. И он как будто бы давит вот эту улыбку, но на самом деле он очень жёстко плачет. И вот эта эмоция плача сквозь слёзы, Такое плача растягивание сквозь как бы. слёзы, улыбки сквозь слёзы — это просто какая-то невероятная эмоция человека с таким внутренним надрывом. И для меня эта сцена, она просто одна из лучших в кино. Во-первых, то, как актёр это сыграл, это невероятно. А во-вторых, она просто меня выворачивает изнутри, потому что, видимо, что-то очень сильно задевается. И вот это наложение на эту музыку I'm Feeling Good, ты знаешь, когда ты пытаешься сказать людям, что: "Ребята, у меня правда всё в порядке", но внутри ты просто уничтоженный. И вот это вот наслоение Это офигенное. великолепная сцена. Признаюсь, она у меня была, но в финальный рейтинг она не попала. Я, на самом деле, потом расскажу, почему она не попала. Это действительно очень крутая сцена. Во-первых, я подумал, знаешь, если у меня все сцены будут концовками, но это Ничего как-то нельзя рассказать. странно, да. Но это правда бьющая, клёвая сцена. И кино, которое не хоррор, да, не комедия, а те, кто любит такое медитативное, пронзительное, смысловое кино, это вот, в общем, Да. классный подарок. Вообще идеальные дни. Но, кстати, вот опять "Неон", прошу заметить. Это Но интересно. Вим Вендерс, Вим Вендерс. режиссёр, который Да. очень давно снимает "Париж, Техас", да, Да. например. Вот "Токио Га" у него ещё, кстати, был в сравнительно Японии. недавно Повторяли? выпускали, да, в кино. Это правда классная сцена. Ну вот. Да, это такая touching. Да, Да. я обожаю её. Очень, да. У меня аж мурашки, когда я про неё Да. говорю.
Да, это офигенно. Давай, твоя третья, Давай, хорошо, четвертая. хорошо, 2, давай я постараюсь тогда более, компактно рассказать. Значит, одна сцена из фильма "Неон. Паразиты", который мы уже упоминали, и эта сцена, связана с подвалом. М. И, опять же, чтобы сильно не спойлерить, но это важен контекст, наверное, просто про этот фильм. Он о том, как, достаточно бедная семья устраивается на работу к богатой семье. И история построена вокруг, их, взаимоотношения, классового неравенства и, ну, на противостоянии, да, вообще вот друг с другом. Но при этом в фильме в какой-то момент обнаружится еще одно дно. Вот и в прямом, и в переносном Мгм. смысле. Что то, что мы смотрим, на самом деле устроено сложнее, чем просто классовое противостояние, да. И, конечно, фильм называется "Паразиты", и он выступает на территории такого вопроса: а кто из них паразиты Мгм. относительно кого? И там есть бейсмент, есть подвал. И есть, флешбэк, сцена флешбэка. Я прям чувствую, у меня прям волосы Ну, я поднялись, подтверждаю, кстати, волосы, реально, да. реально поднялись. Есть сцена, где, мать рассказывает о том, как сын ее однажды увидел призрака дома, в доме, где они живут, и после этого он, в общем, боится находиться в этом пространстве. И есть сцена, которая, когда мы ее смотрим, мы не понимаем, что мы видим. Призрак это, не призрак, вообще, что это происходит. Эта сцена происходит без музыки, на самом деле. Она происходит очень медленно, но в этой сцене, в общем, появляется кто-то из подвала. Мгм. И она великолепная. Дальше мы понимаем, вообще, кто это, что это. Ну, точнее, вроде бы понимаем. Но для меня "Паразиты" — это невероятное кино, которое на самом деле, вот как "Эонора" получила и "Золотую пальмовую ветвь", и главный "Оскар", да, то есть это кино, которое, причем просто нужно смотреть, мне кажется, и знать, киноманам. Но вот эта сцена великолепная, да, хотя она миниатюрная, но она действительно работает. Она работает и как хоррор-сцена, и она работает и как драматургическое, да, какое-то высказывание, и переход дальше в некую новую модальность. Ну, вот Поэтому захотелось "Паразиты". пересмотреть, потому что я ее как будто пока не могу вспомнить. Надо пересмотреть. Надо Надо пересмотреть. пересмотреть. Но да, с подвалом было интересно. И последняя сцена. Вот если ты говоришь, что у тебя, ам, какие дни у Вендерсона Идеальный. идеальные, по-английски как это называется? Perfect Days. Perfect. Perfect. Идеальные дни, да. То та сцена, на которой я плакал, я помню, прям плакал, да, вот прям вот сидел мокрый весь от слез. Это был фильм "Гунда", который я смотрел. Мгм. Я помню, что я смотрел на "Ленфильме" с субтитрами. В зале сидело там, 3 2 человека. человека, 2 Мгм. из них просто там спали. Вот, и это документальный фильм про свинью. Я не с я Документальный его фильм про свинью. саботирую, я боюсь его Слушай, не смотреть. саботирую его, да. Во-первых, это фильм, который снял русский Мне режиссер. кажется, я не выдержу. Это фильм, который спонсировал Хоакин Феникс. Мгм. Это документальная история про, свинью, которая живет на ферме, и у которой появились, маленькие поросята, да. Большую часть времени они лежат в грязи, М. они, в общем, отгоняют мух, и у них есть какой-то быт вокруг вот их, такой как бы рутины, да. Но есть сцены, они как бы невозможно на самом деле, здесь без спойлера обойтись, да. И, в принципе, как бы кто готов идти в такое кино, которое, опять же, максимально документально, оно еще черно-белое, но при этом оно так выстроено, что смотреть его интересно. То есть это не то кино, где как "Титан", где надо, как бы, понимаешь, Мгм. пробираться через вот это все и через насилие. Нет, это кино, которое вот оно красивое, оно эстетичное, да, оно очень такое как бы мягко снято. Это сцена, где, опять же, мы находимся на ферме, и понятно, что там происходит со свиньями, да, со свиньями. Вот. И это сцена, где у Гунды, у главной героини забирают ее поросят. Нет, я не буду это смотреть никогда. Понимаешь, это просто такая сцена, где вот это как бы просто животный ужас, как бы, где она не может найти себе места после того, как, забрали, ее, детей. И тут, знаешь, это как будто вот какой-то фильм, например, Хоакин Феникс, он известный веган, да. Мне кажется, вот после этого фильма, ну, хотя бы месяц человек просто не будет есть мясо или и реально задумается о том, что,
ну, свиньи, они как бы ничем не хуже людей. И абсолютно в животном мире все работает так же, как у людей. И нам это просто показывает, что не надо выдумывать, не надо строить концепцию, ты просто посмотри, как это работает. Конечно, с одной стороны, это жестоко, может быть, это снимать и это показывать, но с другой стороны, это как бы показ жизни, да, это некая фиксация того, что происходит. Ну, документальное кино, оно иногда бывает вот такое, да, когда его показывают как бы немножечко вот в лицо, да. Вот, поэтому четвертая сцена у меня вот такая. Как бы, Ужасно. да, Я ненавижу да, тебя за да. эту сцену сейчас. Ну, не я ее снял, не я ее снял. Я не мог ее не включить. Я не мог ее не включить, потому что, ну, она производит абсолютно нахлобучивающее впечатление, да, и как бы вот если, если вы готовы к этому, то, в Мгм. общем, кто-то может быть, кто-то может готов. Давай подводить итоги. Да, Для я ме- все, можно завершать подкаст с Гундой, Да, молодец. с Гонды, да. А, Но для меня здесь 50 на 50. Ты знаешь, Для меня не он. не он. Ну, судя по моим, то, что я выбрала, смотри, "Титан", "Треугольник", "Идеальные дни", у меня 3 неона и У 1 тебя три А24. То неона, есть у да, у меня тебя три здесь неона. здесь очень интересно, потому что ну ладно, этот вывод я сделаю в конце, но я удивлена, что у меня по сценам, именно по "За дело, за живое" неон лидирует. Я удивлена, учитывая, как я продвигаю А24 весь Да, выпуск. ну, понимаешь, то есть, с одной стороны, у меня вот эта Гунда, да, нахлобучивающая и "Паразиты", с другой стороны, Но у тебя 50 на 50 получается. действительно клёвые да, но я не могу Но у тебя выбрать, 50 на 50, у меня неон. Мне кажется, здесь выигрывает неон. Хорошо. Неон? Справедливо, Но мне справедливо, кажется, по справедливо. Я большинству считаю, получается что неон. справедливо. По тачинг, да, или как мы назвали, задеть за "За за живое. живое". Неон выигрывает. Следующий сплит у нас посвящен режиссерам. Мгм. Авторы, режиссеры. Мы с тобой говорили про теорию авторского кино, что режиссеры занимают важное место вообще, да, ну, в идеологиях и "Неона", и А24 неона, да. А24. Давай поговорим вообще про режиссеров, какие нам нравятся. Может быть, у нас есть какие-то фавориты или кто-то, Ну да, наоборот, здесь, не кстати, вот очень нравится. важная штука, что реально имена очень яркие у них. И получается, что у тебя имя и студии, и режиссеры, они как-то в коллаборации клево работают. Но прежде чем мы пойдем обсуждать, кто у кого работает, интересное наблюдение. Я когда составляла вот эту свою безумную таблицу по А24, я заметила, что первые фильмы, которые дистрибьютировала А24, связаны с семейством Коппола. И А, тут они наследили, да? да, один из первых фильмов — это щас. "Умопомрачительные фантазии Чарльза Свона Третьего". Я ненавижу это название, но это первый фильм Романа Коппола. Это сын, Фрэнсиса Форда Коппола. К сожалению, он не пошел дальше в режиссуру, потому что фильм По-моему, он пишет офигенный. сценарий вместе с Уэсом Андерсоном, да? Да-да-да, он больше как сценарист выступает, но там он офигенно срежиссировал. Мне очень нравится этот фильм. Если не смотрели, любите легкое безумие, вот туда. А получается, что фильм создавала American Zoetrope, это компания, собственно, Это компания семейства Коппола. Коппола, да. А дистрибуцией занималась А24. Потом они дистрибутировали фильм Софии Копполы "Высшее общество" или "Элитное общество" оно называется. И еще у них была дальше уже Присцилла, и был фильм "Последняя капля". То есть они плотно, на самом деле, работают с Zoetrope. Это просто интересное Но при наблюдение. этом это не те фильмы, которые ассоциируются с А24 Да, но это сейчас. интересное наблюдение, что они с этого начинали, и как будто в целом они шли, знаешь, к каким-то режиссерам, которые известны. Все выходит из "Крестного отца", да? То есть вот я Получается делаю так. такой вывод. Ну, получается, что А24 вышли из "Крестного отца". Да-да-да, из "Гогольской Шинели". Но давай по режиссерам. Давай. Интересное наблюдение. По режиссерам, вот, смотри, основное наблюдение у меня. Чем отличается А24 от "Неона"? Многие режиссеры, которые стали известны, они стали известны благодаря А24? А24. То есть, если мы берем Ари Астера, да, "Солнцестояние", которое мы сегодня с тобой Мгм, реинкарнация. разбирали, реинкарнацию, мы берем Роберта Эггерса, мы берем Safdie Brothers, мы Да. говорили про "Неограненные алмазы", мы берем братьев Филиппоу, да, по-моему, правильно так они называются. То есть это все фильмы, которые были сняты в А24, это дебюты Это их, очень это важное дебюты. отличие А24 от "Неона", что все таки А24 берет дебютантов и продвигает их. А "Неон", как я тоже анализировала, они берут малоизвестных режиссеров, у которых уже есть малоизвестные Мгм. фильмы, и помогают им продвинуться. Это тоже очень Но не такое. обязательно малоизвестны. Ну Чем да, козыряет "Неон", кто следит вообще за
за кино, особенно за фестивальным, у них, по-моему, 5 наград подряд Мгм. «Золотой пальмовой ветви». Ну, это последние годы. И они берут фильмы, на самом деле, еще иногда до того, как они попадают на фест, да, чтобы ассоциироваться с тем, что Ну, и это они их фильм. То есть они как продвигают. бы стоят рядышком Да-да-да. с чем-то уже известным. То есть, условно говоря, Пон Джун Хо, прежде чем снять «Паразитов», у него было куча фильмов, Да-да-да. да. Вот один из моих любимых фильмов Пон Джун Хо — это «Воспоминания об убийстве». Ну, кстати, Это он было... тоже идет как проект «Неона» уже, они уже как дистрибуцией Да, ну как занимаются. дистрибуция, но фильм был, Да, он же да, там, не раньше знаю, снят, да. 10 или сколько-то Ну, или сколько-то «Сквозь лет снег» назад. у него Да. еще офигенный, тоже популярный фильм Пон Джун Хо. Да, то есть «Неон» чаще берет, как мы уже сказали, авторов вообще со всего мира, да, берет какие-то проекты. Это может быть проект, как «Паразиты», да, это может быть какой-то более нишевый, международное кино. Например, они будут дистрибьютировать фильм Джафара Панахи, Мгм. да, который победил на последнем Каннском Да-да-да. кинофестивале. Вот. А 24 делает ставку на дебютантов И вытягивает их. и вытягивает их, да. То есть это разный подход. Возможно, «Неон» тоже придет со временем, да, к дебютантам, к раскручиванию кино. Но мне кажется, тот режиссер, который прямо ассоциируется с «Неоном», это Перкинс. Сын Перкинса, актер, который сыграл Нормана Бейтса в хичкоковском «Психо». «Психо». Да, да. То есть это человек, у которого хоррор, видимо, в ДНК, Да. да, в крови. Но на самом деле, мне кажется, Перкинс как раз благодаря «Неону» какой-то начинает обретать Ну да, мне тоже кажется. обретать, Они его очень хорошо продвигают, скажем так. да, они его перед, потому что Longlegs собрал, очень большую кассу. И «Манки», на самом деле, «Обезьяна» тоже супер популярное кино. Интересно еще, что на самом деле, вот если мы сейчас говорим кланы или секты, есть А24, есть, «Неон», интересно, вот здесь, 2 направления мне. Первое — это перебежчики, и вот один из известных перебежчиков, ну, как перебежчиков, условно, Просто да, это поменял Шон студию. Бейкер. Да, Шон Шон Бейкер. Бейкер. Несколько фильмов, как минимум, я помню 2, «Florida Project» и «Red Rocket», Да, «Красная ракета». были, А24, да, и на самом деле у них не было кассового успеха. Ну да. Они прошли так достаточно незаметно. Но «Анора» — это фильм, который буквально в прошлом году взорвал и Каннский фестиваль, и «Оскар», и это уже фильм «Неона», Да. да. То есть в каком-то смысле получается, что А24 так не раскрутил Шона Бейкера и его кино, да, а «Неон», получается, как бы Но переманили, знаешь, да, в тут каком-то неизвестно. смысле. Может быть, Шон Бейкер, если бы сделал «Анору» с А24, было бы то же самое. Тут сложно, наверное, сказать, что в какой момент он перешел и почему, но любопытно. Согласен, это домыслы, но Но интересен интересный переход. интересен «Оскар» Почему он выбрал последний был. «Неон»? Ну, типа, Почему? почему, да, он, видишь, Да, да. почему-то Но мы перешел. вот с тобой отдельно поговорим про маркетинг, и там, на самом Мгм. деле, я вот, расскажу про свои наблюдения про «Анору». Последний «Оскар» был интересен тем, что там схлестнулись А24 и «Неон», потому что «Анора» — это «Неон», Мгм. а «Бруталист» — это фильм А24. И на самом деле многие думали, что эти фильмы идут, рядом, да, потому что у, «Аноры» была «Золотая пальмовая ветвь», а «Бруталист» получил приз за лучшую режиссуру в Венеции. То есть это 2 огромных фестиваля, да, популярных европейских, Мгм. и при этом «Оскар». И тоже интересно, что, да, вот они Еще, мне встретились. кажется, многие ставили на «Бруталиста». Ну, вот чисто в киношной среде, я даже Ну, он помню, такой, наверно, хотя он такой экспериментальный в каких-то вещах, оскаровский фильм, как будто бы. И мне кажется, что тут как будто, прикольно, как будто, что да. ставка была на одно, а победило еще другое. И мне тоже нравится это столкновение буквально на «Оскар». То есть они добрались оба. Да, да, Обе да. студии добрались до той И был точки, где уже настоящий они был соревнуются. сплитскрин просто в Да, и «Оскаре». не с другими студиями они соревнуются, а друг с другом. Ну, там Клёво. были еще другие Ну, фильмы, но, знаешь, понятно. вот как обычно бывает, все Но все остальное равно, мне забылось, да. кажется, два было главных претендента. И второе наблюдение, и первое, вот это как бы перебежчик, да, что на самом деле, ну, Шон Бейкер, он, в принципе, талантливый кинематографист, поэтому фактически, наверное, он се нашел новый дом, Ну да. да, маркетинговый в том числе. Второе наблюдение связано с тем, что многие режиссеры, которые, например, в А24 сняли несколько фильмов, они после этого могут вообще в целом уйти из студии. Мне интересен пример Роберта Эггерса, который Мгм. последний фильм «Носферату». И мы, кстати, можем обратить внимание, что «Носферату» как раз стал более стандартным. Он Да, стал он более более студийным студийным, проектом. да. Да, Он же не инди вообще. да, он уже не инди, он уже Это не чувствуется. арт-хоррор, да, то есть
Я не помню, какая студия, по-моему, Focus Features, что ли, поддерживала его. Ну, то есть это уже не фильм Ну, потому что сравнить А24. «Маяк», И да, просто если «Бич», посмотреть на да, «Маяк», это вообще где это разные фильмы. арт-хоррор, да, пост-хоррор, и «Носферату», то Ну, это, «Носферату» кстати, уже это ближе к интересное такому блюзовому сравнение, кино. вот наглядное, как работают разные студии, когда у тебя инди и когда у тебя мейджор. Это просто вот по-разному строятся фильмы, они по-разному выглядят и по-разному складываются. Это прикольно, мне кажется, сравнение. Ну, в «Носферату» еще есть мнение, что наследил Коламбус. М. Он там выступает одним из продюсеров. Кристофер Коламбус известен нам по «Гарри Поттеру», причем Мгм. первым 2 частям, и «Один дома». То есть, на самом деле, вот этот некий стандартный такой дух Голливуда про сторителлинг, про что-то, что можно посмотреть. Хотя это хоррор, но в то же время можно посмотреть этот хоррор, да, Мгм. как бы вот, и не супер подготовленным зрителям. В общем, вот такой ландшафт у нас по режиссерам. Но знаешь, что интересно? Это просто фан-факт. Я тоже прочитала это в статье и, как-то поразилась. И интересный расклад получается по студиям, что есть мнение, что А24 немножко стала сдавать позиции, Мгм. потому что менее смелые, какие-то более сдержанные, и как будто не он более дерзкий сейчас в моменте. И вот да, Чуть моднее как чуть будто, да, он? моднее, есть вот какие-то переходы, которые обращают на себя внимание. Но Шон Бейкер, я думаю, обратил на себя внимание, что такой резкий переход и сразу успех. То есть тоже как будто Да, задумываешься, а упустили. что то как-то странно. Смогли довести до, «Оскара» и до «Пальмы», но прочитала, что в каком-то году, я уже не помню, в каком году, но буквально недавно, 2 ключевых важных игрока из А24, которые занимались продвижением фильмов, там один это был «Всё везде и сразу», второй я чё-то забыла какой, они перешли в «Неон» работать. И это тоже как будто бы Схантили, что-то да. говорит о студиях. Непонятно, почему это происходит, это всё их внутренняя кухня, но мне кажется, это просто интересные наблюдения. Это интересная конкуренция. Я надеюсь, что это будет как-то, знаешь, подогревать Интерес к в обеим них вообще студиям. интересы к обеих студиям, и что вот это соревнование, оно будет в итоге создавать какой-то клевый Да. клевый контент, да? Да, ну что, нам нужно раздать камушки. Так, раздать камушки. М, Ну, для меня, наверное, пока все еще А24, потому что у них история длиннее и просто как будто бы больше было имен каких-то. И мне нравится подход брать дебютанта и раскручивать его. Не он как будто у меня мог бы выиграть камушек, ну, через пару лет, когда еще у него пройдет какой-то период, особенно после вот этих сейчас побед крутых, когда после «Анора», мне кажется, они вообще взорвали все. И вот сейчас интересно будет посмотреть на «Неон», а что будет дальше, кого они будут привлекать, какие там будут имена. Поэтому я, наверное, отдам свой я камушек здесь согласен, я тоже за А24. А24, потому что в А24 как будто родились действительно вот Да, эти важные. имена, а «Неон» — это история все-таки Взял готовых. спылесосить и Даже вовремя вот Шона заметить. Бейкера, они взяли Да, его. То есть да. он уже Или был Понг Джун Хо, известный. да. Да, и мне кажется, здесь просто другая механика пока работает, но интересно будет посмотреть, что дальше. Интересное наблюдение. Мы вначале говорили с тобой, что вот есть мейджоры, Мгм. большие дорогие проекты, есть независимое кино. Интересная тенденция А24, что они сейчас больше денег вкладывают в кино. И в каком-то смысле они начинают подступать на территорию, ну, если не мейнстрима, то арт-мейнстрима. Ну да. И не так много примеров, на самом деле, успешных, потому что Ари Астер, которому дают, по-моему, там 50 миллионов на все страхи Бо, фильм не окупается. Да. Эйдингтон, который сейчас был в Каннах, тоже вопросы, будет ли это кино Мгм. успешным, хотя там играет Педро «Феникс» Паскаль. и «Феникс». Педро Паскаль и Хоакин Феникс. «Феникс». Вот фильм Civil War, «Гражданская война», который у Мгм. нас тоже был в прокате, насколько я помню, он собрал хорошую кассу, и сейчас считается одним из самых прибыльных, но модель, условно, дорогих фильмов, ну, Мгм. дорогих, которые, там, не знаю, стремятся к 50 миллионам, пока еще все-таки, мне кажется, не очень оправдывается. То есть как будто бы лучше делать фильмы, которые стоят не так дорого, да, и их раскручивать маркетингово, креативно, да, чем Ну, слушай, тратить тут много вопрос денег. производства дистрибуции, потому что когда у тебя дистрибуция, это дешевле, и ты можешь больше вложить в маркетинг и получить с этого больше. То, что сейчас делает «Неон» с той же «Анорой» по факту, они же Да. ее продвинули, они ее не создавали. А когда ты вкладываешься в производство, ты тратишь сильно больше, и тебе нужно сильно больше денег. И мне кажется, вот здесь поломка происходит. Ну, будем наблюдать, это М. очень интересно, Да, мне да, очень будем очень интересно. интересно, поэтому если вам в целом те режиссеры, которые мы называли, вам откликаются, интересно, посмотрите тоже, кто для каких студий снимал, какие фильмы будут в прокате, да, потому что многое не анонсировано, что будет вот, например, в ближайшее время Венецианский кинофестиваль, насколько Мгм. я знаю, там будет новый фильм.
Севди, там братья Мгм. тоже раскололись, да, Мгм. как О, коины. прикольно, если бы они пошли по разным студиям. А24 не он. А вот, кстати, надо посмотреть, что сделает второй, потому что один из братьев делает фильм с Скала Джонс, Мгм. и он его при этом делает таким авторским, А, да, да, артхаус. То есть кстати, интересно посмотреть, что знаешь, что мы получится. еще упустили, когда говорили с тобой щас про режиссеров, что на самом деле у А24 это еще Лантимос. Они сделали Да, "Убийство священного оленя" и "Лобстера". Это вообще-то и их да. они Но продвигали. Лантимос, он сам по себе, Но я к понимаешь, тому, что Лантимос. все равно "Лобстер" — это еще более-менее старт Да. такой, и "Убийство священного оленя". Я просто к тому, что это очень крутые режиссеры. Но это режиссеры, которые уже были Ну, известны в благодаря каком-то, да. тому, что они крутые ребята, а не благодаря тому, что на них была нашлепочка неон. Ну да. Окей. А24. 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 Следующий сплит у нас с тобой посвящен Маркетингу. Как маркетингу. раз-таки продвижению. И тут Да, креативное важные продвижение. штуки. Мне кажется, большая доля успеха А24 Union в том, что они сделали ставку не на классической рекламе и продвижении, а на модной, молодежной социальные сети, провокационные какие-то кампании. Мне кажется, Вирусный маркетинг. вирусный маркетинг, они, мне кажется, не боятся провоцировать людей и вызывать какой-то бум потом в соцсетях и везде, но соцсети, мне кажется, это их главная ставка. Да, определенно, потому что, ну, что такое, давай, традиционный маркетинг? Традиционный маркетинг — это мы сейчас завешаем все Билборды, города билбордами, да, то есть вбухаем покрутим деньги просто, трейлеры, да, чтобы все классические перед киношками. везде было Мгм. прогрев, да. Вирусный диджитал-маркетинг подразумевает, что и А24, и Неон заходит через молодежную аудиторию, через соцсети, через нестандартные форматы, через какую-то провокацию. Мгм. То есть у них меньше денег, и Мгм. они больше думают, они более креативно мыслят. На самом деле для любого проекта это супер важно. Никто, вот я занимаюсь в том числе рекламой, никто тебе не может сказать, как делать вирусную Ну рекламу, да. да, она либо пойдет, либо... Она либо становится вирусной, либо нет, и это можно понять уже после. Но у них достаточно, у обеих студий есть интересные кейсы продвижения, но для меня, как для человека, который занимается маркетингом, я бы так разделил. А24 — это скорее для меня про такое синефильское комьюнити. Мгм. Мы делаем комьюнити, и внутри этого комьюнити адепты классного авторского кино. У А24 шикарный магазин, где Мгм. можно купить клевые книги. Вот я не знаю, я не удержусь, я покажу. Вот мы заказали несколько книг. Это книга, это как раз ты говорила Сценарий. про Лантимуса, Да, да, "Лобстер". это сценарий Лобстера. И у них можно заказать книги. Это не просто сценарий, это такой полноценный артбук, где можно почитать сценарий, где можно почитать рецензии. Для меня это, знаешь, похоже на такие артбуки из игр, где М. такая вселенная этого фильма, в которую можно проникнуть. И у А24 огромное количество мерча, Но большое мерч количество очень сцена. смелый у них. У них смелый мерч, да, у них мерч оригинальный, но в каком-то смысле, если у тебя есть мерч А24, то ты типа киношник, да? Ну, типа Ты да. типа в тусовке, ты типа в комьюнити, то есть ты Ну вот, свой. кстати, в тему мерча я тоже хотела сказать, что какие-то фильмы, там типа "Леди Бёрд" или, по-моему, "Реинкарнацию", они продвигали в том числе, отправляя блогерам и людям медийным какие-то прикольные штуки из фильмов. Там "Реинкарнация" была какая-то кукла пугающая, Да, какой-то да, вот такой став. у них были клевые кейсы, но для меня, если А24, как я сказал, это про вот такой комьюнити, да, хотя у них тоже есть интересные кейсы продвижения, то Неон — это как раз про более провокационный подход. Ты сказала, что они переманили еще людей из А24, да, в общем, А24 нужно, в общем, тоже кого-то переманить, чтобы они не сдали позиции. Но у Неона очень много такой достаточно провокативной, вирусной рекламы. И вот из кейсов, которые мне запомнились, перед фильмом "Обезьяна", они запустили по городу автобус. Мгм. Ты помнишь, это такой очень такой кровавый хоррор, Да. да, сатирический. Автобус с торчащими оттуда мертвыми школьницами, Не который был просто весь... мертвым, там размозженные Да, да. И головы у это, них. и это, в общем, вирусилось в соцсетях, да, потому что это выглядело вот так вот нужно на грани фола Ну, просто, это да. трэш. Ты рассказывала историю про вот эти пакетики "Треугольник печали", Да. да, которые классно сработали, и ребята из A1 тоже это подхватили.
Еще я помню, они раздавали промо на липосакцию, когда в Треугольник «Треугольник печали? печали», потому что тоже Прикольно. есть вот эта тема Да. высшего какого-то общества. Интересный кейс продвижения Long Legs. Да, это офигенно, я хотела, чтобы ты рассказал. Да. Вообще, на самом деле, прикол и оригинальность Long Legs была в том, что они очень дозированно выдавали промо-материалы и трейлеры. То есть долгое время вообще не было понятно, что это Да, за они ничего не фильм, объясняли. о чем он, кто там играет. И они очень грамотно выстроили вот этот вирусный маркетинг, где потихонечку, дозированно, да, выдавались вот эти вот материалы. И они делали фейковые сайты, да, как раз вот Long Legs, фейковый сайт, который выглядит как такая true crime история, Да, типа дело. типа некое дело об убийстве, о мистерии таком. И на самом деле и пресса, и юзеры были, да, очень вот, в общем, как бы Вовлечены в это все. увлечены, вовлечены, Я помню, там была заинтригованы. информация такая, что я тоже этот кейс изучала, что зрители, наоборот, просили не давать им Да, деталей, потому что давайте им нам хотелось меньше. самим Да-да-да. разобраться, что Потому что вот происходит. эти пятиминутные сейчас трейлеры, где тебе объясняют просто Все. все, чтобы ты уже просто пришел и посмотрел то же самое, но только, не знаю, там, в Ну, каком-то кстати, разумном вот в эту эксцессе. тему, что ты сказал про трейлер, который ничего как бы не объяснял, но давал набор какого-то, наверное, ощущения. Я вспоминаю, мне было интересно сравнить, первую рекламную кампанию первого фильма А24 и первого «Неона». У Мгм. «Неона» это, получается, «Тоня против всех», такой как бы один из первых их фильмов. И у них тоже было, что они сначала дали трейлер, в котором, я напомню, это история о фигуристке, которая там То есть прыгает байопик такой, байопик. тройной аксель, да, и она типа первая женщина в мире, которая это сделала, но у нее очень там странная история, очень много мутных Ну вообще да, вещей вокруг криповенькая нее такая, да. происходит. И первый трейлер, который они выкатили, она там курит, матерится, вся такая rebel. И первый трейлер, который они выкатили, был полностью собран из вот этих провокационных моментов. В нем не было ничего, грубо говоря, про фигурное катание, было все про вот этот трэш, и не было понятно, о чем этот фильм. Они выкатили его, а потом мне понравилось, что перед фильмом уже они сделали ролик. Вот помнишь, там есть сцена, где она перед Олимпиадой сидит, красится, смотрит в зеркало и просто старается улыбаться и рыдает. Кстати, на «Идеальные дни» похожа чем-то сцена. Да-да-да-да-да. И они просто выложили вот эту длинную сцену в интернет без объяснения вообще чего-либо. И такой вот маркетинг недосказанности. И мне кажется, в Long Legs они использовали похожую механику, что типа выкатывать то, что вызовет очень много вопросов, а поэтому и интереса. Создаст интригу. Да. И вот как будто бы у «Неона» прослеживается вот такая фишка работы с трейлерами очень прикольная. Но если вернуться к А24, у них на старте, мне кажется, было провокационно достаточно, потому что один из их первых фильмов называется «Отвязные каникулы». И они тоже использовали соцсети, и для промо они выложили. В общем, это история криминальная про 4 девчонок таких благонадёж ну ладно, одна благонадежная, которую играет Селена Гомес. Естественно, она не могла быть неблагонадежной. И 3 такие отвязные, которые, там употребляют и все такое. И они решают поехать на вот эти вот весенние каникулы. Весенний отрыв он называется, во Флориду. Они воруют деньги и уезжают туда, но там сталкиваются с криминалом, и там полный трэш дальше происходит. Мгм. И они-то постоянно в купальниках, в балаклавах, знаешь, такие с пистолетами, провокационные. И они сделали постер «Тайная вечеря», но вместо героев «Тайной вечери» они подставили всех этих персонажей и выложили это в соцсети. И, конечно, это спровоцировало кучу негатива у людей верующих, и это подняло интерес к фильму, который, казалось бы, никому не был интересен. Там очень важный момент, что все предпоказы вот этого фильма, предпремьерные, они были захейчены, люди уходили с показа, людям это не нравилось. Ну, как Но маркетинг это это тоже работает. сработало, билеты это был sold out. Типа, когда они сделали эту рекламу, всем очень стало интересно, что же там такое, и все пошли это смотреть. А это вот в стиле А24 в начале, в самом Потом старте. как будто бы эта провокационность ушла, Да, но мне здесь тоже что кажется. важно? Опять же, смотрите, разные дистрибьюторы, они запускают рекламные кампании на регион, поэтому что-то, что, Ну да. например, актуально в Америке, в Европе, в Азии, может до нас не дойти, да, хотя мы можем потом просто уже опосредованно это посмотреть. Вот. Но для меня очень показательны 2 кейса «Неона». Мгм. Первый кейс — это «Паразиты», про который мы много Мгм. рассказывали. И интересный маркетинг «Паразитов» заключается в том, что что это корейское кино, то, что оно нестандартное и по форме, и по содержанию. Они использовали как, некий прием, Фишку, да. да. То есть трейлеры у них были на корейском с субтитрами. Тоже было все построено вокруг,
некой недосказанности А там, кстати, был и загадки, какой-то что происходит. какой-то трейлер был даже без субтитров. Я помню, смотрела видос, что они дали чисто набор. У них не было всего фильма, чтобы смонтировать трейлер, была половина. И они смонтировали сцены так, что без субтитров было понятно, о чем будет Да, речь. И да-да-да. это и пустили в О чем Америку. речь. И еще и на постерах, и на промо-материалах были люди с Да, с заклеенными глазами. глазами. И там есть Криминально. классный постер, где вот эта вот семья или несколько семей с заклеенными глазами, а сбоку торчат ноги. Помнишь Да, этот да-да. постер? И это тоже как бы такая загадка, что там, да? То есть нам И не рассказывают «Паразиты» все. название такое Да, еще. паразиты, что-то корейское, и что там будет происходить. Да, Да. это клевый маркетинг. Но для меня, опять же, Анора, которая... Я помню, что когда фильм только вышел на Каннах, там, ну, о нем кто-то услышал, но вот эта волна хайпа началась позже. И гениальная придумка Неона заключается в том, что они на самом деле историю создания фильма сделали Мгм. таким маркетинговым рычагом. О том, что Шон Бейкер, он независимый режиссер, Нет он денежек. чуть ли, да, у него нет денег. И Юра Борисов, да, и Майки Мэдисон снялись там чуть ли не Да, бесплатно. и заснимали за Да-да-да. месяц То или есть сколько. это, ну, как бы, съемки короткие, проект мог не состояться. И они вокруг вот этого мифа, что независимые кинематографисты собрались, и у них получилось кино, которое нравится людям, они сделали это маркетингом. Да. То есть не тем, что, смотрите, мы крутые, мы все знаем, мы сейчас сделаем нового Супермена, да, потому что мы самые крутые. Нет, это скорее построено больше на какой-то слабости и, на самом деле, на том, что многие любят андердогов и вот эти вот истории. История Да-да-да. Золушки, да, все равно в каком-то смысле маркетинг Аноры — это как отдельное некое произведение. Потому что все были подогреты. Вау, Шон Бейкер, кто это такой? Юра Борис, вау, он там снимает. Денег нет, Им быстро дали сни ветвь, а почему там их так Да, все любят? Что они ходят на эти тусовки? То есть было ощущение, что это какое-то микрочудо. да, И вот это в каком-то смысле в том числе подогрело Оскар. 100%. Да, потому что если этот фильм просто бы вышел, Ну, странно было бы и не было бы проигнорировать. такого Мгм. хайпа, да, и все-таки это маркетинг, это продуманная история, да, потому что сколько таких классных фильмов, которые выходили, но о них так и Да. никто не узнал. Поэтому для меня в этом сплетении не он побеждает, да. Вот он запылесосил там маркетинговых ребят из А24, да, вот. Опять же, те кейсы, которые я гуглил, смотрел, они были интересны из А24. Клево, что у них вот эта синефильская Ну территория да. мерча и прочее, но здесь для меня Ну они не да, у побеждают. меня, я, пожалуй, тоже отдам камень Неону, потому что реклама более изобретательная и работает на интересном уровне. У А24 очень много кейсов про соцсети, что они создают страничку вот того же козла из ВИЧ в Да-да-да-да-да. запрещенной соцсети, и типа продвигаются через него. Потом они в экс-машина, из машины делали тоже страничку в Тиндере, и можно было найти эту Мгм, девушку. мгм. Ну, то есть такие они более миленькие, что ли, какие-то действия, они такие провокационные, как у Неона. И Неон, мне кажется, в этом плане срабатывает сильно круче. Вот опять же, кейс с Лонглексом. Я не люблю этот фильм, но на меня маркетинг сработал просто идеально, а я нахожусь в контексте даже не Америки, а России. Но все равно он как-то до меня докатывался, и мне просто хотелось уже посмотреть из-за этого чёртового маркетинга. Или последний кейс, фильм, который будет в конце июля, который называется "Together", и они гениально Мгм. выстроили маркетинг. Фильм о том, как, у такой хорошей пары вдруг все идет наперекосяк, непонятно почему. Это хоррор. Хоррор про отношения. Я Мгм. обожаю такие истории. И они сделали клево. Во-первых, у них был трейлер, где они, собрали их историю как фотоальбом семейный, где постепенно все становится хуже и Мгм. хуже. И сначала это такие яркие снимки, где они там целуются, и у них все ванильно, а потом туда вторгается хоррор вот в этот фотоальбом. И, забавно, что они еще брали каких-то известных пар, Мгм. известные пары, которые сейчас, и ставили хэштег together, да, намекая, Прикольно. что вот за этой идеальной картинкой, где Это все такое, провокационно. да, это классно. То есть это прям клево, поэтому, и, в общем, Они очень креативные, мне очень да, нравится. да, в общем, Неон, здесь 100%. надо придумать какой-то провокационный маркетинг для нашего канала с тобой тоже. Может, из неона кого-нибудь захантить? Да. Давай? Ладно. Окей, значит, здесь, в этом сплите у нас Неон. побеждает неон. Не он и не она. Ну, слушай, после маркетинга очень интересно обсудить на самом деле награды. Это наш последний сплит. Кого больше любит индустрия? Скажем, назовем это так. Тут очень интересно, потому что мы уже обсуждали с тобой, что иногда маркетинг, он приводит зрителя в кинотеатр, но не факт, что это срабатывает на индустрию, как с Long Legs. Мне кажется,
Ну ладно, среди кинокритиков разнятся мнения, но все-таки. Смотри, если брать какие-то вехи, то у нас у А24 определенный очень важная точка — это «Лунный свет». Это их первый самостоятельный проект, который сразу берет Оскар. Мне кажется, это достаточно крутой момент, который что-то бросает в копилочку все-таки А24. Это какая-то большая перемена в киноиндустрии. Возможно, это площадка, на которой появляется «Неон». Ну, кстати, «Неон» же появляется через год после «Лунного света». Это тоже интересно. А потом у нас «Все везде и сразу», которые берут Оскар тоже. Но кажется, что у нас есть некоторое разделение, да, что А24 — это больше, ну, до «Анора», кстати, да, и до «Паразитов». Нет, тут так не сработает. Ну, Так смотри, не сработает. Не сработает моя награда техника. непростая тема, да, Да. потому что, смотри, мне кажется, что важно для нас с тобой, для зрителей, награды не означают кассу. Это Это не правда. означает, что это популярно у зрителей. Это иногда вообще маркетинг, на самом деле. «Оскар» во многом на этом Это можно завязан. использовать, это можно использовать. Здесь я бы сделал такое разделение. То есть, с одной стороны, у нас есть фестивали и Да. фестивальное кино. И на самом деле фестивальное кино — это все-таки синефилы, это люди из индустрии, да, и многие даже не знают, что за фильмы там показывают в Каннах, в Венеции, в Берлине, если это только не «Анора», которая Ну потом да, очень громко. хайпует, да. Мгм. Поэтому фестивальная история — это история все-таки для достаточно нишевой аудитории. «Оскар» — это, правда, история более популярная, то есть это кино, которое посмотрело большее количество людей. И если в Каннах вот на фестивале, как правило, есть жюри, Да, и от него и очень сильно это там зависит. сколько, 5 или 6 человек, которые Да, выбирают маленькое фильм, количество. то количество выборщиков — это В «Оскаре» там тысячи. очень Да, это много. тысячи людей, которые Да. выбирают лучшее кино. Для меня здесь деление такое: А24 и «Неон» по «Оскару» где-то идут Ну, одинаково, плюс-минус, да. потому что есть «Лунный свет», «Все везде и сразу», Да. да, а у «Неона» есть «Паразиты» и «Анора». «Анора». Ну да, 1-1. И берем последний тоже «Оскар», что много очень актерских «Оскаров» Да. у А24, да. Поэтому здесь как будто бы они идут ровно, но мне кажется, что А24 побеждает, потому что многие фильмы они продюсировали, то есть это был их продакшн. Но если брать Каннский фестиваль, как я уже сказал, последние Мгм. 5 фильмов Да. за «Неоном», да, они стоят Они за просто «Неоном». каждый год сейчас побеждают. Они побеждают каждый год. Но у А24 больше побед на Spirit Awards. То есть это достаточно популярная американская премия независимого кино, и она часто является маркером для тех фильмов, которые дальше Мгм. будут успешны вообще в прокате. Поэтому, знаешь, для меня этот сплит, он сложный, потому что Сложный. если брать, наверное, глобально, то как будто «Неон» здесь побеждает. Но «Неон» все-таки дистрибьютор этих фильмов. Это да. Поэтому если мы говорим про какую-то честность, потому что я как продюсер понимаю, что подхватить проект, когда он готов, И когда он клёвый. да, и когда он уже клевый, это, конечно, тоже Ну, нужны нужно, глаза, да. да, И продвинуть вот, уметь да, продвинуть уметь. Но когда ты на сам старте. придумал, на старте вложил и чего-то добился, да, это разные Я немножечко согласна. субстанции. Поэтому здесь я отдаю предпочтение А24. Хотя обожаю «Анору», обожаю «Паразитов» и вижу, что в Каннах действительно как бы Мгм. они рвут все, но чисто продюсерски креативно я за А24, потому что как будто это просто более честно. Это честно. И на самом деле, если посмотреть, понятно, тут вопрос того, что А24 начали раньше, у них просто тупо больше тайтлов, и там просто будет больше наград. На самом деле, если подсчитывать все, что есть, и «Глобусы», и «Берлин», и «Венецию», и «Канны», то А24 выиграет даже в этом плане, ну, чисто из-за количества. Но я согласна, что справедливо, потому что А24 производила эти фильмы. Поэтому мой камешек Ставим тоже А24. А24. Прежде чем подвести итоги нашего сплита, я предлагаю сыграть в наши любимые игрушки. У нас они супер короткие, такого формата Блиц. Мы собрали топ-6 от каждого из нас фильмов. Артём собрал, я знаю, 3 от «Неона», 3 от А24. Я сделала по-другому. Я решила собирать Ну, все, что потому я люблю, и что у кто-то меня... спалил мои листочки Нет, перед ты просто об этом эфиром. сказал. Да? Да, мы это обсуждали, что я хотела собрать именно фильмы, а потом посмотреть, что из этого А24, что «Неон», чтобы для себя даже понять, а что мне нравится больше. Окей. Поэтому я не знаю, как хочешь начать? Я уступаю тебе. Потому что у меня очень интересная тенденция. Я напомню, что в сценах у меня победил «Неон». У меня было 3 сцены из «Неона»,
и одна из А24. Почему Да. я сказала, что это удивительно? Потому что раскладка по моему топу вообще другая. Мой топ. Я выбрала «Оно приходит за тобой». На английском это «It Follows». Follows. Это фильм А24. Это хоррор, и мне нравится, что там идет исследование смерти и чего-то такого. Я такую штуку люблю. Очень пугающий, кстати. Сексуальности. И сексуальности. Я очень рекомендую. Да, Кстати, да. он очень пугающий, потому что там странные чудики за тобой ходят, и это очень сильно пугает. Это один. А второй — это «Род мужской» Алекса Гарланда. Это снова хоррор. Неожиданно. Это снова хоррор. Я про него уже говорила. Очень мне нравится. Он, во-первых, визуально очень красивый, но он опять пугающий. На самом деле здесь есть темка, как в «It Follows», что там какой-то чувак начинает тебя преследовать. Видимо, это паттерн, который мне нравится в кино. Тебе нравятся преследующие тебя чуваки? Голый. Ну, нет, тут просто нравится, что щекочет нервы, но при этом очень красиво и метафорично. Номер 3. «Все страхи» Бо Ари Астера. Не могла обойти, потому что я обожаю этот фильм. Мне нравится Ари Астер, я обожаю Феникса, и мне кажется, он очень глубокий, этот фильм. Я его очень люблю. И еще один фильм А24, кстати, из нового, но настолько он мне сильно запал, что я его включила в свой топ-6. Это «Дружба», френдшип, про которую мы говорили. Не могу от нее отделаться, я очень много про нее думаю. Очень мне нравится, очень прикольные эмоции я испытываю, и странные, и веселые. В общем, маленькое кино, да, Да, но которое оно прошло такое офигенное, незаметно. честно, очень круто. Номер 5, конечно же, «Идеальные дни» Вима Вендерса. Это вообще один из моих любимых фильмов, фаворитов. И последний — это тоже новинка, это «Жизнь Чака». Я знаю, что ты со мной не согласишься. Это фильм, который снова исследует смерть. И кажется, мне очень нравятся фильмы, которые исследуют смерть. Меня Ну, фильм... практически все фильмы А24 Да, имеют, в общем, в меня фильм очень сильно попал. У него очень изобретательная для меня структура, которая классно работает, то, что я люблю. Ну и в целом он меня капец как тронул, и тема, видимо, важная какая-то для меня, и я прям расчувствовалась. Я очень много тоже о нем думаю, как о френдшипе. И у меня получается раскладка такая, что 4 фильма — это фильмы А24, и всего 2 фильма из «Неон». И если бы мы не посмотрели «Жизнь Чака», скорее всего, у меня был бы только один фильм из «Неона». И это удивительная тенденция, что сцены, которые меня впечатляют, перевес в «Неон», но фильмы, которые я люблю, перевес в А24 очевидный. Ты знаешь, да, «Жизнь Чак» абсолютно кино, которое в меня не зашло. Оно сделано как бы профессионально. Как бы оно сделано? Флэнаган, Оно извините. сделано профессионально, но для меня оно в какой-то степени такое концептуальное, но искусственное, да. То есть оно вроде бы заходит на вот территорию важных каких-то смыслов, да, но в меня не попадает. В меня оно как бы вот не собирается как какой-то цельный нарратив, эмоциональная история. Но, честно, я советую посмотреть, потому что из того кино, которое сейчас идет, да, сейчас, наверное, до сих пор в кино идет «Материалистка», сейчас идет «Жизнь Чака», скоро будет «Единое целое», поэтому, в общем, на эти фильмы точно Мгм. нужно смотреть, идти их и смотреть, но как бы не факт, что все вам понравится. Вот, «Жизнь Чака». «Жизнь Чака» — это очень прекрасно, слушайте его. Ну, они там еще продавали вот этого твоего любимого Он не мой актера, любимый, Хиддлстон, да, да, который там Локи. появляется на один танец. Его очень мало, да. Но это великолепный танец, если честно. Ну, окей, я мог просто посмотреть этот танец и не смотреть Нет, фильм, ну сэкономить всё время. нет. Ладно, окей, хорошо. А, Твой у топ. тебя все сцены, да? Сцены фильма 6 Да, штук, все да. сцены. Мои фильмы. Да, у меня просто смешалось сцены и фильмы. Итог по моим фильмам. Значит, первое «Солнцестояние». Много уже говорили об этом кино. 2 раза я его смотрел, у меня есть Blu-ray. В общем, хотите современный летний хоррор, да, Такой миленький, под да. Ну, я знаю коктейль. 2 летних хоррора. Это «Джоуз», да, «Челюсти» и, в общем, «Мидсоммар». Обязательно, да, «Мидсоммар» попадает. «Маяк». Для Мгм. меня это суперэкспериментальное, авангардное черно-белое кино, в котором играет Паттинсон, который вообще ломает свой образ. Да, Он Эдварда там Каллена. он Он необычный. больше не Эдвард Он Каллен. Я даже не знаю, кто это, да, но, ну, в смысле, я щас, наверно, узнал, что этого чувака из «Сумерек» так зовут, да? Да. Окей. Там играет Уильям Дефо, там фактически только 2 актера и 1 русалка, и Да. несколько И чаек. квадратный И экран. квадратный экран, но это великолепное кино. Я тоже смотрел его в кинотеатре, до сих пор не могу, в общем, избавиться от приятных эмоций. 3 «Френдшип». У меня тоже Ну попал да. этот маленький классный фильм про дружбу и про недружбу,
и про сумасшедших Ну, мы миллениалов. просто в том возрасте, Может быть, мы в том когда это возрасте, да, попадает. это свежее, но это вот часто бывает, когда это что-то маленькое, свежее Мгм. кино, которое, в общем, да, попадает. Это у меня тройка из А24, потому что у меня здесь будет Мгм. поровну. Фильм, который я много раз упоминал, четвертое, это «Паразиты». Да, если еще как бы кто-то не смотрел этот фильм, обязательно нужно наверстать. Значит, «Анора» 5. И шестое кино — это «Идеальные дни». То есть я его в свой Мгм. топ тоже с удовольствием добавляю, Молодец. потому что это кино, которое действительно производит впечатление. Оно другое, оно авторское, оно такое медленное, и оно интересно. Но я еще хотел закинуть от себя, да, вопросик. Мы вот с тобой обсуждали наши рейтинги, наши топы, как рекомендации. Вопрос, напоследок, прежде чем мы с тобой подведем сплит. А какой фильм ты? Если бы ты была фильмом, "Неон" или Как я "А24"? брыкалась против этого вообще вопроса, кто бы знал. Но потом я сейчас боюсь, что на самом деле у нас будет один фильм. Раз, 2, 3. Подожди, не, это Но мне не показалось. "Титан", я надеюсь? Да, нет. Не, давай. На самом деле, просто у тебя уже это проскакивало, и я подумала, что, блин, прикол. Но после того, как я посмотрела "Френдшип", я подумала, что в целом, если бы я была фильмом, я была бы вот таким каким-то фильмом про что-то неуклюжее, потому что я так себя чувствую по жизни, что я что-то делаю, а это приводит к каким-то странным последствиям. И в целом вот такой вайб, что какой-то легкой нелепости и какого-то вот такого, что Такого типа твоего, какую-то какого хрень. миллениалского Хочу такого, какую-то да? хрень сделал, потом подумал, что ой, не надо было этого делать. Вот мне кажется, по вайбу, вот год назад ты меня спроси, я бы сказала, что "Идеальные дни" фильм про меня, Мгм. а сейчас я скажу, что "Френдшип" фильм про меня. Да, мы как-то продвигаем этот френч. Но он очень клёвый. Но ты знаешь, я сомневался между двумя фильмами. Мгм. Я сомневался действительно между "Френдшип", может быть, потому что он в меня попал, но я выбрал другой. Ура! Я выбрал "Идеальные дни". Нет, это что Но я на такое? самом деле специально с тобой не спорил, когда ты рассказывала про "Идеальные дни", что ты там нашла для себя историю про грусть. Для меня "Идеальные дни" — история вообще не про грусть. Для меня, "Идеальные дни" — это, в принципе, такое кино-состояние про балансирование внутри меня, внутри каждого человека вот этих субстанций, да, я не знаю, там, грусти, депрессии, какой-то темной материи и чего-то светлого. То есть, на самом деле, я не могу однозначно сказать, там, плохо герою или хорошо. Но для меня финальная сцена, про которую ты рассказывала, это не про то, что из притворного некого света вылезает, да, что-то грустное, а это про то, что каждый день человека, вообще вот на протяжении всей его жизни, это баланс и удержание вот этого, да. Смех сквозь слезы, ужас через радость и прочее, да. И это просто показано на примере одного человека, одной судьбы, где действительно мы не знаем его бэкстори, но мы видим его быт. Поэтому для меня это просто такая метафизическая история, да, вот про то, что это всегда будет так. И каждый человек внутри себя это балансирует и стремится вот к этому какому-то, да, какой-то гармонизации вот этих как бы потоков событий, вот этого всего, не знаю, там, ужаса и красоты, что происходит во всем мире. Поэтому для меня это скорее история вот такого порядка. Ну ладно. Я Ну бы да, спорила, но френдшип круче, да. нет, я к тому, что "Идеальные дни" я бы просто, мне кажется, там есть доказательства другого. Не, подожди, ну окей, смотрите, еще Но здесь восприятие здесь я просто своего, хочу да, сказать, что да, конечно, вот, есть подход да. аналитический, как ты А сказала, есть через через ощущения, песни, да, да, свои. есть подход ощущенческий. И Да, я я скорее понимаю. за то, что давайте пробовать смотреть кино по-разному. Его можно Да. анализировать, его можно пропускать через душу, через эмоции, через историю, как угодно. Оно может попадать, оно может не Ну и попадать. оно очень сильно, интерпретация условно, зависит от вашего опыта и от Конечно, ваших опыта, ощущений. где вы его смотрите, с Да. кем вы его Есть смотрите. анализ, и да, аналитически я бы доказала другое, но через ощущения Да. оно может быть про разное. Ощущения побеждают анализ. Ну, я бы не Это сказала, ну ладно. Ладно, окей. Но фильмов А24 "Неона" много, и мне кажется, можно выбор каждый может выбрать свой. Давай подведем итог. В этом Что сплите у он, нас, конечно, супер в этом субъективен. сплите у нас побеждает А24, но всего с отрывом в один камушек. Один камушек. Один камушек. Да, то есть это Почти вровень. очень
Очень близко. И очень то, мне близко. кажется, они затащили благодаря тому, что они дольше существуют и уже занимаются продакшеном. А так бы они вообще-то у нас были бы 1-1. Да, то есть, может быть, в следующем году, если бы мы делали такой выпуск, Уже был бы да, другой расклад. уже был бы другой расклад. Непонятно. Да, да. Поэтому я призываю изучить фильмы, которые вообще сделали А24 «Неон», то есть и дистрибутировали, и производили. Мы в этом видео прикрепим с тобой ссылочки и опишем Списки. какие-то наши топы, будут списки. Пишите, если вам нужна моя безумная табличка с Да, вот расписыванием, это что есть безумная дистрибуция, что табличка, производство. разноцветная какая-то в общем, Это для отлетевших. с подробным анализом. Да, поэтому выбирайте кино для себя. Сегодня победила А24, но ближайший фильм, на который мы с тобой пойдем, это «Together» от Слава богу, не «Неона». материалистка. Да, да. На что ты так материалистка? Там же Педро Паскаль. И что? Я не знаю. Я уже засходила вон Не знаю. в Last of Us. Окей, победила А24. Спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки. В комментариях пишите, какие фильмы А24 и «Неон» вам нравятся. Очень хочется вообще посмотреть, кто какие фильмы любит. А это был Split Screen. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Эй, Камень, какой твой любимый фильм А24? «Гарри Поттер» и «Философский камень». Это не фильм А24, и вообще-то лучшая часть «Узник Азкабана». Тогда «Фантастическая четверка». Я там сыграл существо. Чего ты, Существо сыграл чувак из «Медведя», и это тоже не фильм А24. Знаю, «Скала» Майкла Бэя. И кого ты там играешь? Алькатрас?